На мне так получилось, висело состояние сознания, покоя миллионов людей, десятков миллионов в русскоязычном пространстве. А кто-то вас просил это брать? Я больше 22 миллионов уже к этому моменту гривен отправил своих личных денег и собрал больше 30. Я состоятельный человек, да. Вы же тоже трахте бедов. Я не трахте бедов, я же постоянно меняю жилье. Я в любой стране как дома, там везде есть ученики. И мне было еще интересно сыграть женщину. Так я сжал шею на пальце, типа показываю, ты моя. Я вообще за женщин, я феминист. Папу я не видел вообще. С нуля поднялся из ничего, из пепла снова вырос. Я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают. Все люди, которые действительно со мной начинают бороться персонально, они почему-то плохо заканчивают. Но дальше уже там военная тайна начинается. Я нашел своих в зеркале. Мне вообще никто не нужен, вы не поверите. Но дальше все понятно. Нет, непонятно. Где вы сейчас вообще живете? Я в самолетах живу в основном. Вы геоанонимны? Да. А семья? Семья в Киеве, потому что Саша не прижился в иностранных школах, принципиально сказал нет. Хочу к друзьям. И поехал к друзьям. А вы когда домой? Когда Зеленский уйдет. Есть 3 условия. Уйдет Зеленский, закончатся боевые действия или начнутся выборы. На любом из 3. А почему до этого нет? Потому что Зеленский ведет против меня персональную войну. Я не Навальный и не Саакашвили. Меня всегда учили так, что сначала вывернуться, а потом ужалить в ответ. И отдавать себя во власть человеку, который имеет 100% власть в стране по военному положению. В мои планы не входит. В мой план входит победа. На выборах? В принципе, победа. Алексей, ваша последняя должность – нештатный советник администрации президента Зеленского. При этом любая ваша биография, официальная она или скандальная, она полна противоречий, из которых совершенно не ясно, кто вы – разведчик, актер, психолог, политолог, философ, коуч. И это совершенно путанная история. Поэтому у этого интервью 2 цели. Первая – наконец-таки получить биографию, рассказанную самим Алексеем Арестовичем. И, во-вторых, понять, что этот Алексей Арестович мог бы, хотел бы привнести в украинскую политику. При этом вам принадлежит фраза, что если бы кто-то знал полностью вашу биографию, то он не то чтобы не предлагал вам никакие должности, он бы при встрече с вами переходил на другую сторону. Так? Да. Вы готовы навести во всем этом порядок? Буквально рассказать биографию? Давайте. Момент первый. Какое у вас воинское звание, если оно есть? Подполковник. Когда вы его получили? 7 апреля 2022 года, по-моему. За ваше активное участие в информационной поддержке Украины во время войны? У меня было и другое участие. Какое? Такое чисто военное. Когда? Во время Киевской оборонной операции. Это когда вы ездили и лично проверяли укрепление блокпостов? Нет, за это не дают подполковника. А за что? Поэтому я там сделал какую-то часть работы и дали. Это ничего не объясняет. Такая работа, про нее не расскажешь, к сожалению. То есть это секретная работа? На ней гриф таемно не стоит, но Но полковника вам все-таки не давали? Не давали. Известно, что вы родились в Грузии, ваш отец белорус, мама россиянка. У вас есть еще сестра Олеся. И брат Сергей. И брат Сергей. Где все эти люди сейчас находятся? Все в Киеве. А что делает Олеся и брат Сергей? Олеся нотариус, Сергей предприниматель. У вас какое-то семейное дело? И у него свое. Это правда, что в начале нулевых ваш отец, да и мама занимались так серьезно бизнесом? Конечно, да. А что это был за бизнес? Да я, честно говоря, не вспомню уже. Мама у меня всю жизнь в торговле работала. Папа... они с Сергеем, по-моему, медоборудованием занимались, еще чем-то таким. Есть такая фирма Технодекс, которой занимался ваш папа, и которая в 2019 году, когда вы как раз уже были очень близко к власти, и в том числе военные, получала достаточно серьезные оборонные заказы. Это правда? Он работает в этой фирме, просто старшим специалистом. Много лет уже. Это не потому, что мой отец там работает. Он и до этого работал много лет, когда мне не снилось быть во власти. Где-то с 2004-2003, где-то вот так. И вы никаким образом ни с чем из этих бизнесов не связаны? Никак. Вы говорите, что в Технодексе ваш папа был специалистом. А я специально уточнила, но он же был учредителем, соучредителем. Да, одним из... Я не знаю точно подробностей. То есть получается, что он был не просто каким-то наемным сотрудником, а соучредителем. И в 2019 году, когда вы уже были вовсю во власти, эта строительно-торговая фирма стала получать заказы на производство взрывчатых веществ, военно-транспортных средств, ремонт и обслуживание летательных и космических аппаратов. Так он всю жизнь в этой истории. Он пришел туда, в эту историю, а там формы собственности менялись, партнеры менялись где-то в 2002 году или 2003. Угу. То есть вы хотите сказать, что вы к деятельности отца не имеете никакого отношения? Я даже не знаю, как фирма называется. Ладно. Да. Тем более, что она не единственная, там были еще. То есть папа с Сергеем работают вместе, а вы всегда... И Сергей отдельно, папа отдельно, я отдельно. А мама тоже отдельно? Мама тоже отдельно. Он не пенсионер уже, куда? Маме 77.
1 июля. И вы ее не поздравите? Ну, позвонил по телефону. Ну, в смысле, по видео. Но лично нет? Лично нет. А вы старший сын в семье? Или... Я младший. Как вас воспитывали? Воспитывали... Да как меня воспитывали? Папу я не видел вообще. Он же военный, как бы, да, ПВОшник. Это же всегда за войска постоянной боевой готовности. Да, мы в Германии прожили 4,5 года, и я его видел за это время, ну, может, раз 15. Он приходил, я спал, уходил, я еще спал. Что касается мамы, ну, мама, я был третий. Мама работала, плюс 3 детей. У нас все было по-военному. Раз, два, три, вперед. Старший брат и сестра на меня очень сильно влияли, особенно старший брат. Какая у вас разница в возрасте? 6, 5,5. Ну, мы не были друзья, потому что, ну, что такое десятиклассник и пятиклассник? Они не могут дружить. Но, да, я все время видел его друзей, там, да, о чем они говорили, чем увлекались, и там, как первые уроки жизни получал от них. Сколько вы школ в детстве поменяли? 11. 11? Я с детства приучен. Терять коллективы, людей. Это правда, что ваша сестра была замужем за высокопоставленным украинским чиновником? Когда она замуж вышла, он был переводчиком в аппарате Верховной Рады. А потом он дослужился до начальника управления протокольного Верховной Рады. Ну, там, где в основном переводчики находятся в Верховной Раде. А потом он получил другое назначение и должен был уехать из Украины. Он уехал, был секретарем посольства в Ливане, уже вернулся. А она с ним не поехала? Но они в разводе. Они Были развелись? на тот момент уже в разводе. Да. Вся семья ваша живет вместе? Ну, в смысле, у каждого свой дом или Нет, какой-то дома нет, большой квартиры. Один я бесквартирный. То есть у вас вообще нет никакой ни квартиры, ни дома в квартиры, Киеве? ни дома нет в Киеве. Я накопил денег на квартиру, но в 2014 году отдал на волонтерку все. А где живет ваша семья? В съемной квартире. А почему вы не считаете нужным или правильным покупать в Киеве квартиру или дом? Или денег? Нет, деньги есть, нету. Ну, я не хочу в реестр попадать, чтобы адрес все читали. Я же постоянно меняю жилье. Там будет в реестре квартира арестуют, сейчас зачем нет. Это вы так боитесь? Я не боюсь, я просто живу определенным образом жизни. Он у меня в генах, как бы. Так всю жизнь было? Всю жизнь, ну, как с момента, когда я в ГУРе начал работать, у меня все время так. А почему? Ну, это просто часть профессии. Чтобы не знали, тебя нельзя было пробить. Берут всегда от дома и от места работы, и от хобби. Вам нравится такой образ жизни? Ну, это как в кино получается. Я уже не выбираю, я просто живу. Вы говорите, что вы, когда по Европе ходите, вас все узнают, фотографируют, подходят. А что эти люди вам говорят? Ну, в основном говорят: Алексей, спасибо, или просто интересно сфоткаться с человеком с телевизора. Раньше очень много благодарили, сейчас меньше. Сейчас, да, ну, так иногда. Если поговорить минуты 3, то вспоминают, да, что спасибо за начало войны, там, то все, за поддержку. Но сейчас это больше фотка с селебрити скорее, нежели это начало, когда было. Ну, в самом начале войны ваш рейтинг превышал в 3 раза рейтинг подалека и, в общем, приближался к Зеленскому. Были второй по популярности. 88-70 было 16 марта 2022 года. Я был второй, да. А сейчас менее популярно только, кто, не знаю. Тимошенко. Да нет. Бойко. Я его сбросил совершенно сознательно. Почему? Потому что мне надоело, что у меня висят ожидания миллионов и ответственность за То есть вы сами сбросили свой рейтинг? За психологическое состояние миллионов, когда у тебя нет никаких реальных рычагов, чтобы это состояние балансировать. Понимаете? И у нас же очень популярная идея, вот особенно в постсоветском Союзе, что права без ответственности – это очень плохо. Ну, например, растут безответственные политики, которые это самое. Но ответственность без прав тоже очень плохо на самом деле. С психологической точки зрения она не менее разрушающая. Причем не только для носителя ответственности без прав, но и для тех, кто возлагает эту ответственность. На мне так получилось. Я взял сознательно, на себя висело состояние сознания, покоя, там, да, миллионов людей, десятков миллионов в русскоязычном пространстве. В какой позиции я держу эту ответственность? Как представитель власти? Нет. Я даже не уйдя из офиса уже жестко их критиковал по некоторым вопросам. А вы получали зарплату в администрации президента? Ни копейки. На волонтерских? Я еще платил, как бы, да. То есть, платили кому? Ну, буквально в смысле, когда мне надо было распечатать документы, я печатал их за свой счет. Когда вы говорите, что я взял на себя ответственность за то-то, за то-то, за то-то, а кто-то вас просил это брать? Нет. А если вас не было? Не знаю. Я же не был в офисе на начало войны. Я ушел перед этим за 2 месяца до начала. Я все понял, что там нечего делать, и ушел. День начала войны Ермак позвонил, сказал: заедь в офис. Я говорю: я вообще в армии. Он говорит: заедь, нужен. Ну, я заехал, там смотрю на происходящее и понимаю, что здесь важнее, чем где-нибудь там руководить батальоном. А дальше там же все очень быстро развивалось, почасово. Собрали журналисты, мы вышли на брифинг, президент, Подоляк, потом я по военным вопросам. А потом высадился десант в Гостомеле, пошел. Следующий должен был быть на Печерск. Была такая информация. Мы журналистов эвакуировали, и дальше начался режим осажденной крепости. И необходимость было держать это самое информационное поле. По 80 постов включений в сутки. 50 дней подряд. И это все бесплатно? Ну, конечно. Но и не из любви к родине?
Вы понимаете, это... Мы не будем впадать сейчас в офицерский пафос, там, присяга, переприсяга. Чисто по-человечески это было так. Я понимаю, что падает балка на людей сейчас. И я подставил плечо просто, и все. У меня не было никаких сомнений относительно людей и моих перспектив. Помните, что я в марте сказал, что по итогу меня запишут в предатели и будут ненавидеть? Да. Я тогда уже знал все, что будет сегодня. А когда вы, обращаясь к людям, в общем, в такой своеобразной форме, призывая их голосовать за себя, называете их дебилами? Я называю конкретных людей, там же надо смотреть в контексте. Есть люди, которые мне в комментарии прямо в эфире писали, что мы за тебя голосовать не будем. Пусть остальные дураки голосуют, а там же были люди, которые пишут, что мы за тебя проголосуем. Я говорю, так, ребята, я обращаюсь к вам персонально. Кто пишет, что за меня голосовать не будет. Это было очень узкое обращение к конкретным людям во время конкретного эфира. Вот и все. И вы там говорите о том, что кончится война, и да. Вы будете есть омаров в Тихом океане на яхте. На яхте. Я и так уже вести ел, семинары. Я и так уже ел омаров в Тихом океане. Вот я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже и с омарами в Тихом океане. Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть я приеду, куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно 100% свои, сдав вашим. Это 101%. Меня американцы не пустили в Украину. Это же не мое решение было. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди. Не едь. Я посмеялся. Потому что я был на другой стороне и знаю, что всех этих событий, таких когда кого-то там, кто-то умирает внезапно. И я знаю, за что могут убить, за что не могут убить, и как это самое. Я посмотрел, сказал, ребята, не смейтесь, у меня билет был. Я через день должен был вылетать уже в Польшу, дальше ехать поездом в Киев. Они сказали, не едь, прямо предупредили. Не едь, мы тебе говорим с полной ответственностью. Мучает вас это? Я психологией занимаюсь много лет. Я умею себя кондиционировать, удерживать в форме. Но невозможность быть в своей стране, тем более воевать за нее, когда все мои друзья, например, воюют. У меня убили кума, у меня убили друга и так далее. Это не может доставлять удовольствие, скажем так. Тем более я же воевал. Это же не то, что я ни разу не был на войне. Вы воевали после вторжения в Донбасс. АТОС, да, и так далее. Поэтому это не может доставлять удовольствие, скажем так. Отсутствие. А невозможность увидеть семью? И семья выезжает, я ее вижу часто. Вы говорили о том, что поступают угрозы и семье, и вашим сотрудникам, и это была за вами слежка и так далее. Это регулярно. Да. А сейчас это кончилось? Кончилось. В какой момент это кончилось? После чего? Когда я предупредил, что я заговорю по-другому, если будет продолжаться. А как вы можете заговорить по-другому? Что вы знаете такое, что может угрожать безопасности офиса Зеленского? Это не тайная информация, это просто другая подача, контекст. Факты я все равно не буду разглашать, потому что факты должны быть доказуемы. Это вопрос суда и так далее, и так далее. Тем более, что есть кому это заняться. Это вопрос остроты подачи. Я решаю задачу критики. Хочу, чтобы она оставалась здоровой, потому что воюющая страна, задача сложная, всякий раз решается. Не без люфтов. То не докритикуешь там, где надо бы докритиковать, то перекритикуешь там, где не надо было критиковать. Но это всегда частное решение, это всегда сложно. Я не веду персональную войну с Зеленским. Я критикую власти, и не только Зеленского, кстати, всех, кто попадает под критику, в тех вопросах, которые касаются выживания страны, национальной безопасности. Я и народ критикую, и общество критикую, я вообще всех критикую. А кто на вас возложил эти обязанности критиковать? Никто, это моя личная позиция. Может быть, у вас есть какая-то политическая сила, партия? Как вы собираетесь во власти? У меня есть партия, но спрятанная в крипторежиме, потому что если я сейчас их назову, они все окажутся под часом яром, и все там быстро кончатся. Это говорит о том, что все эти люди находятся в Украине сейчас. Да. И если вы вернетесь и приедете, то они встанут и вас поддержат. Думаю, да. А как их много? Насколько? Много. Что значит много? Много-то вся страна, я не знаю, 20 человек, 20 тысяч человек, 200 тысяч. На партию хватит. Когда вы заканчиваете школу в 1992 году, вы сперва поступаете на биологический факультет. Да, почему? Да. Я был фанатом дельфинов. Я стою из дельфинов и касаток, китов, кашалотов. Я всю жизнь хотел их изучать. Я специально учился их рисовать, всю литературу прочитал. В Киеве был институт биологии южных морей. В советское время плавали как раз в Южное море, изучали всем этим Антарктида и так далее. Я был с головой там. Потом в 92-й я поступил, и я обнаружил, что разваливается все, союз распадается. Никаких суда уже никуда не плавают, никаких исследований нет, осталась чистая формальность. Я по инерции какое-то время ехал, приехал в театр и спокойно бросил университет.
А как вы первый раз попадаете в этот театр импровизации? «Черный квадрат». Да, Ниелов Анатолий познакомился с моей сестрой. Дал ей объявление, типа, я набираю группу. То есть вы уже год проучились, получается? Да, год проучился. Сейчас, секунду, мне досрочно ответили. Сейчас там военные. Все в порядке? Да, военные звонят. Да, продолжаем? Да. И она пришла, говорит, я не очень хочу в театр, а ты же типа всегда увлекался. И я говорю, да, интересно, я пошел. И все, на 17 лет. Но параллельно с этим, ходя в театр импровизации, вы поступаете в Одесскую военную академию. Одесский институт сухопутных войск тогда это был. Да. Это второй, наверное, по крутизне украинский военный вуз. А первый какой? Ну, я думаю, что Киевская военная академия. Нет, это иллюзия. В Одессе покруче было, конечно. В Одессе покруче. Да. Но, по крайней мере, я посмотрела, что в год вашего поступления конкурс был 4 человека на место. Да. Вы легко поступили? Но в вашей официальной биографии написано, что оттуда вы вышли разведчиком. Но Нет, в Одесской академии сухопутных войск не учат на У разведчика. меня боевое применение механизированных подразделений, военная специальность. Да. Такая же, как у Залужного. Он на год старше. С института знают друг друга. Он на курс старше был. Боевое применение сухопутных войск. 00120 ВУЗ, насколько я помню. А в какой момент вы стали разведчиком? По распределению я попал на разведфак Киевского института сухопутных войск как раз. Но я там не был, потому что не хватало офицеров, и я отчислился на нем, и перевели меня на танковый инженерный. И потом ГУР меня отобрал, потому что я очень хотел в ГУР, я специально этим занимался. И да, 6 января 99-го я ушел уже офицером ГУР. А какие у вас были задания, какая специализация? Это военная разведка на стратегического уровня. Вы учили, еще будучи в академии, английский язык. Там есть еще одна ошибка. Все же утверждают, что я переводчик с английского языка военный. Я этого не Выпустился сказала. переводчиком. Это очень смешно. Там была дополнительная специальность. Очень слабый уровень был. Это интермедиат. Плюс это не то, что переводчик, который 4 года учится переводу, там, да, или 5. Преподавали британцы военные, преподавали наши. У меня диплом даже был, который там надо каждый год переподтверждать. Но это военный перевод. Это надо понимать, что это такое. Это не когда ты синхроном занимаешься. Это очень специфический перевод. То есть понять схему устройства танка? Ну, схема устройства танка, захваченные карты, документы и так далее. Это очень узкая специфика. Ну, ты там в поле где-то бродишь, поймал противника, да, у него документ на английском, ты его можешь перевести, разобрать. Все. Можешь первичный допрос осуществить. Но когда вас отобрал ГУР, вас дальше куда направили? Ну, дальше уже там военная тайна начинается. Но вы продолжаете при этом играть в театре. Да, я тайком бегал, играл в театр. Это было очень смешно. Но это так даже в фильмах не показывают. Да. Вы знаете, что в военно-дипломатическую академию сдают экзамен по актерскому мастерству обязательно? Это приветствуется. Ты же персонатор, ты должен уметь, так сказать, изобразить из себя другого человека. Так что никто не возражал, это была почти профильная деятельность. Какие сейчас у вас отношения с Валерием Залужным? Можем созвониться в любой момент. Но мы люди дела, мы никогда не трепимся просто так за жизнь. А что он сейчас делает? Но он ждет трансфера в Англию, как посол Украины назначен. То есть он еще не уехал? Не уехал еще. Когда уедет, вы встретитесь? Да можно заехать в гости, да, что нет. Вы с ним обсуждаете текущую политическую ситуацию, обстоятельства его отставки? Нет, потому что мы все знаем, а трепать воздух, как это, проговаривая вещи, которые так известны, мы не любим. То есть вы, в общем, с ним на одной стороне? Ну, мы с ним дружим 29 лет. Ну, как дружим? Я называю это дружбой, он называет это дружбой в личных беседах. Внешне, но мы не так часто встречаемся, не часто переговариваемся. Но разве в чистоте дела? По-моему, в интенсивности. Почему Залужного отправили в отставку? Потому что он был не согласен с тем, куда Зеленский вел войну. Принципиально. Это формально выразилось в статье в «Экономист» 1 ноября 2023 года. Он говорит, там же, помните, Зеленский сказал, я не считаю. То есть он заявил, у нас главнокомандующий, верховный главнокомандующий заявили прямо противоположной точки зрения. Правда, потом в середине декабря Зеленский тоже принял точку зрения Залужного, но вы же понимаете. То есть они уже совсем не матчились никак. Потому что Залужный говорил, надо делать вот это, вот это, вот это. Зеленский говорит, нет, мы этого делать не будем делать то. Залужный, я не хочу этого делать. Но это невозможно было, понимаете, да? Должен быть главнокомандующий, который слушается политическую власть. Зеленский поставил себе вот такого. Хорошо это или плохо, не знаю. С моей точки зрения было бы хорошо, если бы Зеленский сделал то, что говорил Залужный. Я, например, говорил ему. Но он не сделал. А почему он не сделал? Он не понимает. Кругозора не хватает. И ему объяснить некому. Когда я был, еще как-то объясняли, сейчас уже совсем... Ну, а как вам объяснились, вы с ним не встречались? Совсем лично? все плохо. Ну как, я ему... С Зеленским? Я встречался много раз. Ну, вы говорите, что вы встречались, там вы, Ермак и он, и это было всего там 8 раз за все Да, время. кто Залужного привел в офис как кандидата, и благодаря кому назначили Залужного главком? Вы? Конечно, это же Марьяна Безугла написала, не я. Я все подтверждаю, только после того, как кто-то другой подтвердил, это стало общим местом. Я пробивал Залужного изо всех сил. И пробил. Ну и вот он не удержался. Ну, так и я не удержался. Это много говорит о тем, кто нас не удержал. Не так ли?
Вот было 3 самых популярных человека. Зеленский, Залужный, Арестович. Был такой период, он где-то длился почти год. 2 из них нет. Что это говорит о 3-м человеке? Ну, вы меня подводите к мысли о конкуренции. Я не подвожу, вы можете не говорить ничего. Я задаю риторический вопрос. Но могут быть какие-то вещи в государстве поважнее популярности? Государство важнее, судьба страны историческая. Я Залужный всегда стоял на этих точках зрения, что судьба стоит Украина на библейском разломе своей истории, и она важнее амбиций. Вы поддерживаете закон о мобилизации? Конечно, однозначно. Если мы хотим, чтобы Украина оцелела, надо поддерживать. Я не поддерживаю практики мобилизации, когда бусы сажают. Надо ввести отбор с призывниками и брать добровольцев. У нас добровольцев до сих пор огромное количество. Либо людей, которые сами хотят в армию, они получают отношения в бригадах, а реально их посылают в совершенно другое подразделение, абсолютно демотивируя людей. А во-вторых, у нас есть люди, которые не бегают от мобилизации, которых не надо совать в бус. Но если приходит повестка, они сами идут. И с ними надо правильно работать, в том числе военно-учетная специальность, обеспечение, обучение, призыв туда, куда они хотят по мере возможности. А когда хватает людей, которые не хотят воевать, а таких очень много, то когда он приезжает на фронт, он просто говорит: штык в землю, я не воюю. У нас их больше 100 000. И вот что делать командирам с такими? Недавно в одном батальоне пришло 242 человека пополнения. Только 42 согласились выполнять боевые задачи, остальные сказали нет. Вот они уже в форме, они уже с присягой, с автоматом, говорят: нет, мы не будем выполнять. Вот это цена такой мобилизации. Людей набрать можно, сколько из них будет воевать? А репрессивные меры по отношению к тем, кто уехал из Украины, вы поддерживаете? Нет, я противник. Почему? Ну, потому что все наши украинцы, у нас демографическая пропасть. Если мы будем так разбрасываться с людьми, то нам конец. Мы не удержим территорию, Украины в прежнем виде не будет. По закону вы подлежите мобилизации? Да. То есть получается, что вы сейчас в каком-то смысле уклонист? Нет, у меня же не пришла повестка. Почему я уклонист? А если придет? Если придет, то дальше будем смотреть. А что вы будете делать? Мне так просто повестка прийти не может. Я на спецучете. Там свои законы, понимаете? Поэтому... Значит, придет специальная повестка? Может, придет, а может и нет. Тогда посмотрим. Какой вы хитренький. Ну, какой хитренький. Как есть. Говорю всю правду. А вы не чувствуете, что вы в какой-то момент оказались своим среди чужих и чужим среди своих? Я всегда таким был, Катя. Всю жизнь с детства. И всю жизнь буду. Я всегда был чужим среди своих и своим среди чужих. В театре, в университете, везде. Вам не хочется найти своих и успокоиться? Я нашел своих. Где они? В зеркале. О, это плохой путь. Я абсолютно самодостаточный. Прям такой нарциссический. Нет, это тоже еще один штамп. У меня ничего нет напоминающего нарциссическое расстройство и близко. Знаете, кто любит диагноз нарцисс? Нарцисс. Это прямая проекция, прямой перенос. Украинское общество гипернарциссично. Нарцисс, когда смотрит на что-либо, он видит только нарциссизм, только нарциссическое расстройство. И клеймит всех нарциссами, будучи гипернарциссом. У нас гипернарциссическое общество абсолютно предельно. Все позируют в каких-то позах. Все не являются собой. И продают себя, и изменяют себе ради каких-то там баллов в виртуальном сообществе, даже не в реальном, в соцсетях обычно. Вы не чувствовали, что в каком-то смысле вы предали украинский народ, уехав оттуда, в тот момент, когда стало все действительно Да нет, это иллюзия. очень тяжело? Чем я его предал? Что такое предательство? Это переход на сторону противника в ходе боевых действий. Не всегда. На что? Отход в сторону. Я не отошел в сторону. То есть, когда ты с победителями, когда ты с теми, на кого смотрит весь мир, когда ты с теми, кто на коне, это одно. А я что, перестал быть на стороне Украины или как? А вот непонятно. Ну, как непонятно. Да давайте посмотрим по моим волонтерским сборам и внескам, как это, и донатам моим же. Я больше 22 миллионов уже к этому моменту гривен отправил своих личных денег на силы обороны Украины. И собрал больше 30. 50 миллионов. Это как бы $1,5 миллиона. Это большая цифра. При этом это тоже входит в противоречие с тем, что вы говорите. С одной стороны, вы критикуете действия украинского военного начальства, с другой стороны, вы украинским военным переводите деньги. Ну, так как оно противоречит одно другому? Начальник, да, мудак, так на войну все равно да, не проигрывать как минимум. Да, если командует тот, кто командует, то он так и будет командовать. Да, а военный конкретно должен получить коптер, радиостанцию и там, прибор ночного видения. В чем противоречие? Солдат должен быть защищен, солдат должен быть с оружием, с боеприпасами и так далее, и так далее. А начальство, какое есть. Я и солдата критикую, если он плохо себя ведет. Я вообще всех критикую. Это психологическое. У меня трансформационный подход. То есть, если что-то старое, отжившее есть, не работающее, я буду его бить, пока оно не уничтожу.
В 2003 году вы знакомитесь с Я Подводным. познакомился с его книгами в 1994 году. У моего друга одесского, мама была довольно известный одесский астролог. Он пришел в гости в увольнение первое. Мы дружили, он домой пригласил. Там такой длиной вот с эту стенку была книжная библиотека. Меня поманили его книги. Я взял, причем там были белые корешки, на которых ничего не было написано, тоненькие книжки. Серия «Каббалистическая астрология». Я взял, почитал. Она мне страшно понравилась. Я ничего не понял, но я вот почувствовал, как вам сказать, что на человека можно смотреть совершенно иначе. Некий очень глубинный, пронзительно глубокий взгляд на человека. Мне очень понравилась сама постановка вопроса. А Весолом Подводный, для тех, кто не в курсе, это человек, который был математиком по профессии. Да, он кандидат математических наук. При этом увлекался йогой, тарологией, астрологией. Астрологии нет, он занимался астрологией и психологией авторскую систему. Потому что его учение, по-моему, называется так сокращенно каббалистическая... астрологическая каббала. Нет, каббалистическая астрология. Каббалистическая астрология. Это принцип каббалистический. Это означает, что это семиуровневая такая штука. Есть эволюционный принцип, его можно применить к эволюции звезд, к эволюции личности, к эволюции, я не знаю, танков. Психика расположена слоями. Вот о чем речь идет. А какое к этому имеет отношение астрология? Он занимался психологической астрологией, предсказательной нет. Он перебирал просто разные инструменты. Что такое? Он формировался в 80-е годы, в конце 70-х в эзотерической Москве. Перебирал разные инструменты и обнаружил, что астрология психологическая очень точно дает характеристики психологические. И сделал одним из инструментов. Но когда вы с ним уже лично встретились? В 99-м. Он приехал в Киев с семинаром. И я пошел на семинар. Какое впечатление он на вас произвел? Он такой человек был очень мягкий внешне, но предельно жесткий внутри. И за вот этой мягкостью такая совершенно определенная была безжалостность. Я ему очень благодарен за две вещи. За три, по сути. За первое, это он научил меня работать. Я был лентяй, я легко вспыхивал, загорался, вообще ничего. Сейчас я могу как роторный экскаватор. Вот надо 200 лет, я буду 200 лет непрерывно работать, без выходных отпусков и так далее. Так обучение стояло, что ты или учишься, или вылетаешь. А обучение было каждый день выполнять задания много лет подряд. Но ты невольно научишься работать. Второе – это безжалостность. Я очень сильно себя жалел. Все были виноваты, кроме меня. В позиции жертвы был все время. Я лил вот такие слезы. И он своим отношением просто снял это. Я стал безжалостным абсолютно к себе. А к другим? К другим я очень сильно сочувствую. Не жалко зайчика, кошку, там, рыбку, человека, тем более всех людей, всю вселенную, весь проявленный мир, распятого Христа и так далее. Это всех жалко. И третье – это, собственно говоря, то, что он научил. Его авторские методики по психологии просто уникальны, фантастические по эффективности. Я потом очень много изучал всякой другой психологии. Но Подводный, конечно, рулит. Он создал цельную концепцию личности в психологии. То есть точку зрения, с которой личность можно рассматривать как цельность. А вся психология, к сожалению, основные направления берут что-то одно, педалируют и пытаются этот эффект эксплуатировать. Но личность слишком неуловимая штука. Вот он умудрился это сделать. Несколько подходов дал. Психология, астрология, потом астрологическая психология, потом концепция субличности. Он написал «Человек многоликий» книгу, «Сознание, подсознание» там, и так далее. И вот он с математической такой вот тщательностью, знаете, подходил и доказуемостью. Но при этом это эзотерические абсолютно опыты. Нет, он очень трезво стоял на ногах. Он же математик. Я его всегда спрашивал, почему астрология? Вы же математик. Казалось бы, одно другому противоречит. Он говорил, ты понимаешь, астрология не выдерживает никакой критики с точки зрения логики, с точки зрения физики. Но зараза почему-то работает. И есть еще одна шутка, что физика может объяснить, как горячая вода берется откуда и как она попадает к вам в дом. Но только астрология может объяснить, почему горячая вода заканчивается в ту минуту, когда жена решила постирать, а вы принять ванну. Понимаете, да? Я из физико-математической семьи. У меня в семье 2 доктора физических, физико-технических наук. Это кто? Дядя и отец. Но он докторскую написал, но не защитил, потому что распадалась тогда академия, армия. Он же военный, который закончил гражданский вуз. Я с детства вырос в такой парадигме, научной. Это кухонные разговоры за столом, все дела, там, общий подход к тому, что обучали в семье, научная картина мира и так далее. Но меня воспитывали как человека с открытым умом. То есть, если оно работает, это должны быть причины. Более точных характеристик психологических, чем астрологических, я нигде не встречал. А вы по гороскопу Лев? Лев. И вы про себя тоже с этой точки зрения? Нет, это очень простенький взгляд, потому что натальная карта, или, как говорят, гороскоп, она же определяется очень многими показателями. Если у вас там 6 планет в рыбах, то вы будете вести себя гораздо больше, чем рыба, чаще и больше, чем как стрелец, где у вас одно солнце, например. Там надо смотреть. Когда вот вы встречаете, например, свою жену Анастасию, и предлагаете ей на первом свидании выйти за вас замуж,
вы сразу там набросали натальную карту? Нет, ничего я не набрасываю. Могу сильно потом могу посмотреть. Мне уже хватает без всяких натальных карт, чтобы понять, с кем я имею дело сразу. К моменту встречи с Авесоломом вы были верующим человеком? Я верующий очень определенного типа. То есть я понимаю, что Бог есть, но я не воцерковленный, в том смысле, что я не хожу в церковь, там, не крещусь, не причащаюсь. Вы ребенка не крестили? Не крестил, нет. Ну, церковь себя же очень сильно дискредитировала. Она проиграла историческое сражение на данном этапе. Кому? Как социально-политическая сила. Светским властям. Поэтому современный человек находится в очень серьезной дилемме. У христианства есть 3 центральные идеи. Преображение, трансформация, сотворчество с Богом и спасение. С 16 века на это наложена дисциплинарная матрица. Поэтому начинаются свечки, купленные на улице, в храме силы не имеют. Иди покайся, юбка вот такой длины и так далее, и так далее. Это несерьезно, и современного человека этим не взять. А я современный человек, я не приемлю таких мер. Я критически стою на позиции. Поэтому я как бы верю в Бога, имею с Ним межличностные отношения, как все мы. Но имею прямые случаи, как бы, такого, то, что можно назвать религиозного опыта, вмешательства, да, в моей жизни и так далее. В других людях я это очень много видел. Что есть сила, которая превосходит материальное, гарантированно есть. Но сказать, что вот, Господи помилуй, нет, я не такой. А когда у вас самолет падает, вы кому молитесь? Ну, Богу. Ну как? Ну, в смысле как? Ну, «Отче наш»? Своими словами. Я был очень много раз в ситуации, когда я не знал, буду ли я жив через 2 минуты. Поэтому, как бы, ну, там разговор короткий. Как вообще? Есть планы меня убить? Нет. А все нормально, идем дальше. Я правильно понимаю, что именно у Подводного в школе вы получили свой диплом психолога? Я не получил никакого диплома психолога. У вас нет диплома У меня его нет, психолога? и я никогда не называл себя психологом. Я всегда говорю, человек, который увлекается психологией. Но ваша школа, она все-таки исповедует, так понимаю, психологический тренинг. Я не называю его психологическим. Я говорю, что это стык жанров, философско-психологический, скажем так. Авторский курс. Авторские курсы не запрещены. Напоминаю, что и Фрейд, и Юнг – это авторские курсы. Их никто не учил психологии. То есть это не нужно для диплома психолога? Нет, не нужно. А вы сами-то себя кем считали? Ну, я такой человековед, который людьми занимается. Можно ли сказать, что после вашего отъезда из Украины ваша жизнь стала проще, легче и, в общем, в финансовом смысле успешнее? Нет, она не стала ни легче, ни проще, ни в финансовом смысле успешнее. Ну, ваша школа Айперон, кажется, находится в зените своей славы сейчас. Ну, как в «Зените»? Нет, в «Зените» она была вот где-то начиная... Я возобновил где-то в мае занятия. Вот там было в «Зените». 1000 человек было на каждом занятии. А сейчас сколько? Сейчас 300, 350. Ну, каждое занятие стоит 40 евро, я посчитала. Да. 1800 гривен. Да. Ну, это огромные деньги. Ну, я состоятельный человек, да. В каких-то таких обычных гражданских терминах. Понятно, что по сравнению с крупным бизнесом нет, но мне хватает. Чему вы там учите? Такая что-то на грани философии и психологии. Трансформацию учу. Например, влияние дисциплинарного общества как метаконцепции на нас, на всех. Это общество страха и контроля. Показываю, вот в нас много страха и контроля. Вот он так работает. Вот так механизмы срабатывают в вашей персональной жизни. Там же всегда разбор личных кейсов, там всегда занятия. Что можно с этим сделать? Надо понимать, что происходит, что можно с этим сделать. Ну, как бы учу входу в культуру, например, там искусство читать. Ну, это как коучинг, да? Книги. Ну, как коучинг. Коучинг – это когда ты персонально человеком занимаешься, да. Я не имею возможности заниматься персонально в силу специфики, как бы, да, поэтому… В смысле, вы занятый человек очень? Не в этом дело. Я консультации могу давать, там онлайн, но личная встреча – это всегда, во-первых, вопрос безопасности. Во-вторых, мало кто может отрешиться от моей социальной роли и посмотреть на меня как при личной встрече, да, у людей начинается вот это вот. Я этого не очень люблю. Я всегда люблю, когда жестко, делово, конкретно. Да. Я как Шерлок Холмс уже выбираю очень самые интересные моменты. Вот когда реально сложная ситуация, я с удовольствием берусь. К сожалению, большинство людей находится на эволюционном уровне задач, которые я давно уже щелкал много лет назад, как человековед. Мне просто неинтересно. Поэтому я выслушиваю всех, спрашиваю, ну что там, какой вопрос на консультацию. Понимаю, что мне просто неинтересно. Говорю, вот есть другие специалисты, пожалуйста, к ним. С Владимиром Зеленским вы как психолог работали? Нет, конечно. И к вам за такими запросами не обращались? Нет, меня никто не допускал. Это все очень жестко охраняется, все эти границы. Смотрите, главная валюта политика – это аудиенция. Это все очень жестко регулируется. Я был с ним в кабинете 1 на 1, с ним и с Ермаком несколько раз. 1 на 1 или с ним и с Ермаком? Нет, с ним и с Ермаком, да. Чтобы там заниматься лично Зеленским, такого, конечно, никто бы не допустили, Ермак в первую очередь.
А откуда тогда возник миф о том, что вы едва ли не самый влиятельный в Украине человек в 2022 году? Так это благодаря публичной вот этой истории. Я знал, что люди просядут очень сильно, потому что война – колоссальный удар по психике. И моя задача была, чтобы мы не проиграли. Есть же миф, что я успокаивал, но это побочное действие. Я не успокаивал, я настраивал на победу. Если внимательно посмотреть, что я говорю, это четкий настрой на победу. Что не может быть другого будущего. Формирование намерения. Не может быть другого будущего, где мы не побеждаем. Но при таком формировании намерений еще больше облом, когда этой победы не приходит. Да, но тогда надо было делать это намерение, потому что все сыпалось абсолютно. Мало кто знает, я вам первый скажу. Я 25-го выезжал на сутки из офиса. Решал из Киева, решал задачи. Там очень немного людей уехало, потому что надо было решить некоторые государственные задачи. Вот, и 26-го я вернулся. Так вот, я когда ехал обратно по абсолютно пустым дорогам с запада Украины, я помню забитые дороги в ту сторону. Вот представляете себе, например, от Винницы до Киева ни одного пустого места на трассе живого. Все сплошь поток машин. Убегали люди. Это было массовое обрушение. Моя машина была единственной, которая шла обратно на Киев. Я ехал и параллельно давал интервью и рассказывал, что мы там, значит, то есть... Ну, вы говорили, опять же, есть такая Мариуполь мы не сдадим никогда. Нет, я же говорил, что не мы не сдадим Мариуполь, а мы. Там же было очень много закидов по-русски, как предъяв, давайте так скажем, которые обвиняли офис в том, что мы сознательно сдаем Азов в Мариуполе. Вот типа загнали в ловушку, чтобы избавиться от националистов. И я в ответ на эти закиды, мне же там задают конкретный вопрос. Вот. Мы живем в мире вырезанного, без контекста, хотя бы без подводки. Это же не в том смысле, что мы его способны удержать. Я перед этим сказал, что нельзя деблокировать Мариуполь военным путем, что эта возможность утрачена. И был первый, кто озвучил. Потому что в обществе был уже соответствующий запрос, а во власти все боялись озвучивать эту тему. Все. Я сказал, что все, конец, мы ничего не сделаем с Мариуполем. Но мы его не сдаем, в смысле, мы, офис, его не сдадим. Мы будем ему помогать до последнего, как можем. Вот что имелось в виду. А не в том смысле, что россияне не возьмут Мариуполь. Мне было понятно, что они его возьмут сразу. Просто вы в 2017 году написали себя в Фейсбуке, что до этого вы довольно много врали про ситуацию в Донбассе. Да, потом мне надоело врать. А потом получается, что вы довольно много врали про ситуацию в Украине в первые месяцы войны. А в чем я врал про ситуацию? Ну, что вот мы тут не сдадим, здесь не сдадим, что мы будем бороться, что мы победим, мы обязательно победим. Я сказал один раз, что первое, что мы не сдадим Мариуполь, в ответ на конкретное предъявление, что не мы, Украина, а что офис сдает специально бойцов. 2-3 недели были абсолютно оправданы. Я был членом Стамбульской переговорной группы и знал просто сроки переговоров и договоренное прекращение огня. А вы были членом, но вас на видео не видно. Потому что меня россияне сбили, они попросили белорусов завести уголовное дело после того, как я призвал взрывать железные дороги в Беларуси. И устранили. А сбили они не случайно, потому что, видимо, успешно переговаривался. Слишком для них. Поэтому, но я все равно остался, сидел за кадром просто вот и все. Я знал сроки прекращения огня предполагаемого. Встреча Зеленского с Путиным, прекращение огня. 9 апреля вообще был срок. Поэтому там реально оставалось 2-3 недели. Опять же, я еще раз употребил 2-3 недели в контексте, что россияне отойдут из-под Киева. Мы их выбьем. Это я видел уже по военной динамике. То, что мы победим, я же не говорил сроки, мы победим вот послезавтра. Я говорил, что мы вообще победим в этой войне. Но я вам скажу, что даже если мы останемся существовать, пусть даже в обрезанном варианте, мы, считаете, уже победили. Слишком большая разница между нами и Россией. В десятки раз по военной мощи. И нам просто не проиграть уже означает победить. Я не врал вначале. Я вообще перестал врать после того признания. Я знаю, в это трудно поверить, но так и да. Примерно в начале 2000-х годов вы знакомитесь с еще одним важным человеком в вашей биографии, Дмитрием Корчинским, сооснователем УНАУНСО, партии «Братство», человеком, который поддержал Шамиля Басаева в сепаратистской войне против России. Корчинскому еще приписывают вот эту крылатую фразу о том, что Москва – это чрево сатаны, оттуда исходит все самое ужасное для славянской культуры, поэтому ее нужно уничтожить. Но, тем не менее, вместе с Корчинским в 2005 году вы приезжаете в Москву на съезд Евразийского союза молодежи. И вместе с Дугиным и с Корчинским вы принимаете участие в пресс-конференции в РИА Новостях. Значит, вот все вместе эти штуки, они, на мой взгляд, несовместимые, но давайте постепенно мы начнем. Как вы знакомитесь с Корчинским?
Я пришел на лекции к Корчинскому, внимательно их слушал. Это было нечто абсолютно... То есть он вас тоже заинтересовал как философ? Смотрите, у меня есть принцип. Есть же в основе всего, что делает человек, все, что он понимает, лежит мировоззрение определенное. За мировоззрением стоит базовая аксиоматическая идея какая-то. И от этого вырастает вся система знаний. И у меня черный квадрат и подводные вместе научили одну очень важную вещь. Подвергать сомнению все на уровне аксиоматических идей. Это главный принцип философии. То есть, а что, если переложить идею, на которой я стою, или стоит человек на 180 градусов, посмотреть, какие эффекты возникают? Корчинский прямо стоял на противоположных позициях от моих. На 180. И я пошел посмотреть, как это. И обнаружил человека, который на грани гениальности делает то, что он делает. Потому что он как автор, как публицист, как оратор, как мыслитель, как... фантастический юмор, парадоксальный такой у него, да. Я очень заинтересовался и принял участие в движении, потому что я люблю учиться методом погружения. Полностью с головой запрыгиваю в тему. И там на время, это по-актерски, становлюсь самым главным сторонником. Так, то есть давайте на входе. Это не было задание Нет, не ГУР? было. Не было Вы не задания. под прикрытием работали, вы просто заинтересовались? Нет, я просто заинтересовался по-человечески. А вот когда выяснилось, что можно ехать в Москву, и там есть определенные контакты, тут уже совсем стало интересно. И вот тогда уже возникла там история с разработкой Дугина. То есть вы разрабатывали Дугина? Да. Ну, Дугин философ, во-первых. Можно спорить, какой он философ, но у него философский подход к жизни. Ну, Дугин 2005 года и Дугин 2024 года все-таки это разные люди, да? Конечно. У него было главное, что есть в философии, это мышление об основаниях. Он эрудированный человек чрезвычайно. У него несколько языков. У него диссидентская позиция. Он страдал во время Советского Союза, в начале российской власти. Он достаточно... только сейчас он в фаворе стал. У него были достаточно проблем тогда. Он был на маргинесе. Мы же тогда встречались с Дугиным. Слушайте, да. Люди, которые маргинальные, не дают пресс-конференцию в РИА Новостях. Даже в 2005 Маргинес, который его охраняли офицеры ФСБ тогда, и поэтому он был на специфическом маргинесе, подконтрольном. Вот. Это же была история, когда они расстались с Лимоновым, и расстались сложно, как говорят. А мы еще у Лимонова были в гостях, я как сейчас помню. Да, я был не выспавшись, я после дежурства поехал, это было очень смешно. Корчинский такой бодренький, с Лимоновым разговаривает сзади в столом. Я все время сижу и засыпаю, даже киваю. Я раз проснусь, они что-то ла-ла-ла-ла-ла, я бум, опять засну. А Корчинский знает, что вы в этот момент разрабатываете Дугина? Не знал, конечно. То есть вы его обманываете? Как обманываю? Я не говорю правду. Вот. Он занимался своими делами, я своими. Как человек, который поддерживает сепаратистскую войну против России, вдруг тоже оказывается в официальном агентстве новостей, самом официальном страны? Да кто их знает. Дугин сказал, что он покаялся, и он же стал членом Евразийского движения. Да, перешел, он не выходил при этом на с нашу братством? сторону. Нет, не выходил, так это как с Кадыровым. Он воевал против русских, а потом стал главой Чеченской республики официально. Да, то же самое здесь. Они пытались такого маленького Кадырова сделать. Вот, и так далее. И да, что про Дугина. Да? Дугин, первое, у него очень сложный язык философский. То есть, когда начинается, я помню, он говорит, вы пост был, он говорит, вы есть будете? Мы говорим, да. Сейчас приходит парень, приносит селедку на газете. Порезали селедку и черный хлеб. Все сидят, постятся, едят эту селедку и черный хлеб. И параллельно там темный логос, какая-то там Тринамурти, какие-то там, еще цивилизация суши, цивилизация моря и прочее. Я на все это сижу, смотрю квадратными глазами. Да. У меня была задача первичную оценку сделать вообще персонажа. Кто такой? Я думаю, как его оценивать? Я начал смотреть на связи, потому что система связи определяет человека. Городить он может все, что угодно. Вот. И по системе связи было видно, что он не случайная фигура. Но Корчинский имел связи и помимо Дугина. Дугин не был фигурой номер один. Но вместе с Корчинским и с Дугиным вы потом едете на Селигер, Я где не был выступаете. на Селигере, это иллюзия. А почему туда не поехали? Потому что уже там ФСБ посла уже по полной, там уже не сыграешь в эту игру. Оно прямо принимало участие в организации всего этого и так далее. Поэтому я по-другому работал по Селигеру. А каким образом? Например, у нас были все списки, кто потом с Селигера уехал на Донбасс воевать. И это очень сильно помогло, когда мы работали против русской весны на Донбассе. А как это помогло? Что вы работали? Когда персонально знаешь состав личный, людей, которые пошли в органы власти, в армию, в спецслужбы, так называемый ДРН, ЛНР. Установить этот самый, в том числе под прикрытием, это очень важная штука. Привезли люди, которые были на Селигере, которые разрабатывали. Но это был уже не я, это были добрые люди, которые поехали туда. Когда вы разрабатывали Дугина, вы понимали, что этот человек будет играть важную роль в российской политике будущего? Это было однозначно, потому что он уже тогда сделал невозможную вещь, которая крайне показательна. Он навязал свой словарь российской политической элите. Его учебник «Основы геополитики» уже преподавали по нему в военно-учебных заведениях.
Это серьезный фактор. Ну и понятно было, что это будет точка роста, потому что он наиболее глубинным образом, его риторика отвечала запросам России. В этом смысле они матчатся очень четко, как в Тиндере. А зачем вы и Корчинский были нужны Дугину? Ну, потому что он подгребал под себя всех. Он же дружил со всеми радикальными движениями во всем мире. Серые волки в Турции, там все, кому не лень, всех подгребал, всех на свою сторону. Он приехал и сказал, что вот есть империя, мы хотим вам служить. Вот он так искренне считает. Или считал. Когда у вас был последний контакт с Дугиным? В 2005 году. На пресс-конференции. Сейчас, когда вы наблюдаете за Александром Дугиным и видите тот большой путь, который он проделал с 2005 года, с года вашего знакомства, как вы думаете, благодаря чему он этот путь проделал? И если уж вы его действительно разрабатывали, почему никто не мог его остановить? Потому что, когда мы его поразрабатывали, я принес данные, мое же внутреннее управление безопасности написало, что, Гура, что мы заведем на тебя уголовное дело за то, что ты ссоришь два братских народа. Это не было решением тогдашнего командования ГУРа, политическим решением. Это было решение, скажем так, группы патриотов. Патриотов России? Нет, Украины, которые понимали эту опасность. Я же ушел после этого из ГУРа. Из-за Дугина? Из-за инициативы своей лишней. Вот этой вот. А что было такого написано в этом отчете? Что война с Россией неизбежна. В 2005 году? Да, мы должны максимально готовиться, а в это время был Ющенко, который максимально быстро распродавал армию. Все сокращал, убирал и так далее, и так далее. И я посмел, видите ли, покритиковать президента великого Виктора Андреевича. Ну, а дальше все понятно. Нет, непонятно. А дальше все, нихера себе, какой-то капитан президента этот самый критикует в официальном звите, подставляет руководство генералов. Генералы же все сыкуны, за редким исключением. Они обоссались в очередной раз, простите. Перехожу на военный язык. Так а что было такого написано в отчете про Дугина? Не про Дугина было написано. Дугин – это была фигура. Я говорю, что отчет был такой, что учитывая Тузлу, учитывая Мешковщину в Крыму, войны, общую позицию, выход России из, некоторые тенденции в развитии, это самое, в частности, Дугин, который, и информация получена не только от Дугина, мы же с Кириллом встречались. С Кириллом, с патриархом? С Кириллом Патриархом. Тогда он был замглавы Алексея, но тем не менее. Все тенденции, идеологическое развитие, общая логика была такая. Вектора идеологического развития Российской Федерации делают нападение на Украину неизбежным. Основная задача ГУРа – это предотвращение военной агрессии против страны. Неизбежным нападением. Начнется с захвата Крыма, дальше Донбасс. Я так все и писал. А потом в перспективе большая война. Ровно. Мне написали, мне сказали, когда пригласили на беседу, ты ссоришь два братских народа. А еще ты критикуешь президента. Ты что, охерел, капитан? Я сказал, идите нахер тогда все. И чем вы занимались эти годы? Тогда очень активно реклама начала сниматься и сериалы. 2005. То есть, завязав с разведкой, вы отдали себя искусству? Я не отдал. Я просто ходил в черный квадрат, и надо было что-то кушать. Я таксистом подрабатывал, например. Да? Да, это законный офицерский заработок был тогда, потому что каждое украинское правительство, приходя к власти, забирало военных зарплат чуть-чуть. Обязательно надо было что-то отобрать, сокращать. У меня была машина, я накопил, купил вторую машину, одну отдал в аренду, чтобы каталась, на второй сам ездил. Параллельно ходил в театр. А потом начали очень бурно снимать рекламу и кино. А получается, что новые лица всегда же нужны, потому что пул актерский маленький, быстро затаскивается. Если тебя видели в рекламе одной, то в другую противоположную тебя уже не возьмут. Ну и представьте себе, тогда зарплата директора фирмы была там хорошая, $200, 300. Я 600 получал за съемочный день. Ну, ясно, что это выгодная история. А кроме того, надо понимать, как это работает. Это же все твои. То есть многие из квадрата поступили в театральный, значит, стали режиссерами, операторами. То есть тебя зовут свои. Ты не едешь там в неведомый ролик сниматься. Тебе свои, с которым ты 10 лет на сцене, там, ближе, чем члены семьи, они тебе говорят, приедь, снимись. То есть это был очень естественный вход. И я не делал карьеру, у меня не было желания там. Приедь, сколько? 600. Ну, поехали. Но потом вы пошли в кино уже. А потом в кино начали звать, конечно. И кино это было не только украинское. Российское было. Все российское кино снималось в Украине. 90%. Но не бывает же бывших разведчиков. Да. То есть, снимаясь в кино, вы тоже выполняли какое-то задание? Нет, конечно. Какое задание выполнять можно в кино? Никакого. Просто сыграть хулигана в Бухтаре какого-нибудь, да и все. И на следующий же день сыграть милиционера в том же Бухтаре. Это меня страшно веселило. Я же не пытался быть актером, делать карьеру. Это просто ты в театре сидишь, тебе приходит, так, завтра надо в Бухтаре сняться. Ну, поехали с ним. Все свои. Актерский Киев очень маленький. Ну, туда приезжают российские режиссеры, российские артисты, которые что-то рассказывают, это что-то может быть интересное. Да. Это что-то может быть интересное, в том числе для вашей разведки. Нет, какая разведка в кино? Актерская работа, вот и все. Никто там ничего не рассказывал. Это небольшое кино, где проговаривают роли, мотивацию и так далее, о котором я всегда мечтал. Это сериал, это поток.
Никто ничего не спрашивает, ничего не поговорит. Я вначале говорил, давайте роль раскидаем, а какие здесь логика, то все персонажей, все по науке. Меня же почему театр интересовал? Потому что это опять же, лезем в психологию. Потому что надо понять, что руководит человеком и так далее. Они смотрят, ты что, придурок, что ли? Выйди, сыграй. Текст. Я говорю, понял. Что самое главное для человека, который работает в разведке? Любить людей. Если ты искренне не любишь человека, которого ты разрабатываешь, ты ничего не сделаешь. Ты должен искренне интересоваться глубоко, а это не поддельно, а глубокий интерес – синоним любви, психологии. Что такое любовь? Это глубокий интерес. Вы смотрите на Путина как на коллегу? До некоторой степени, конечно. И? Я его понимаю очень хорошо в этом смысле, как он мыслит. Но вот он, например, очень не любит войну. Для него война – крайнее средство. Потому что разведчики не любят, и спецслужбисты очень не любят войну и военных. Для них это такое, дуболомое, знаете, костоломство. Они любят тонкие схемы. Договориться, система сдержек противовесов, создать влияние, рычаги, управлять оперативной ситуацией. А вот это стрелять из пушки и давить там танком – это очень низкий жанр. Поэтому для него это дисквалификация. То есть это значит, он не справился с другими средствами. Но, тем не менее, это Путин, а не кто другой. Путин, конечно, он персонально принял, на нем ответственность, на нем вина лежит историческая. Но это не значит, что он любит это. Что он через силу делает? Через силу. А зачем? Других средств не осталось. Или он так думает, что не осталось других средств. Но они совершенно реально чувствуют угрозу России со стороны НАТО и со стороны Украины. Совершенно реально. Они так думают. Мы можем с этим не соглашаться, можем над этим смеяться, но они так мыслят. И они защищаются как могут. Они попались на... Я не знаю, кто и как информировал это мнение, но это крупнейшая ошибка – самооценка ситуации, перспектив Украины в НАТО, угроз, существующих с нашей территории. И крупнейшая ошибка – сама война. Да, они это понимают. По крайней мере, Путин понимает. Это была колоссальная ошибка. Он понимал это еще в марте. Потому что я видел, как шла переговорная группа. Смотрите, Буча уже была, 9 апреля он дает команду через Абрамовича продолжить подписание мирных соглашений за основу стамбульский, продолжить стамбульский трек. Поэтому это после того, как уже в начале, после Бучи, Лавров сделал несколько очень нелицеприятных заявлений на тему, типа, мы ужесточаем нашу позицию, украинская сторона неконструктивна. Путин все хотел примириться. Последнее взаимодействие по стамбульской группе 17 мая аж. Сколько? 1,5 месяца после Бучи прошло. Он все хотел мириться. 26 апреля был Рамштайн. Они это прекрасно понимали как ошибку, что все не поехало, что план вторжения нарушен. И все равно, да, там это уже такая история. Почему вас называют Люся Карамелька? Ну, я же сыграл роль Люси. Ну, и что? спел песню про карамельку. И что? Вы много ролей сыграли? Это же украинцы. Они же хотят... Во-первых, она яркая, реально яркая. Во-вторых, украинцы же хотят побольнее, как бы уязвить и так далее. Я не видел ни одного, который меня в лицо назвал бы Люся Карамелька. Как-то не встретился такой человек. А вы легко согласились на эту роль? Это же была история какая. Девочка снимала фильм дипломный наш из театра. И просто попросила мальчиков-актеров типа, помочь нашим, которые профессиональные актеры, которым сам Бог велел. И они все типа, я бабскую роль играть не буду. Все перессали, блядь. Актеры великие. И она подходит ко мне и говорит, Леша, я посмотрел на нее и решил поддержать человека. Просто вот и все. И мне было еще интересно сыграть женщину. А вы как-то входили, придумывали? Что, не, я моментально. И все. То сейчас могли? Да, конечно. 202 счета. В какой момент вы впервые пересекаетесь на актерской, наверное, все-таки стезе с Зеленским? Ни разу не пересекался. Я его первый раз увидел в кабинете президента Украины. Я с «Кварталом» взаимодействовал. Помните розыгрыш Баскова? Конечно. Вот, там Зеленского я не видел. А хотелось вам его увидеть? Нет. Не завидовали вы его? Абсолютно нет. А с какой стати? Вы неправильно понимаете мою мотивацию. Ее Да. все неправильно понимают, но вы хотя бы задали о ней вопрос, я могу разъяснить. У меня нет желания быть президентом. Нету его. У меня нет желания быть суперуспешным, у меня нет желания быть продюсером, вообще хоть что-то иметь. Вот я, например, хочу изменить ситуацию в Украине. Мне интересно по-человечески. Если это можно сделать без президентства, я буду счастливым человеком. Более собачья работа, чем быть президентом, представить невозможно. Я-то 2,5 года проработал в офисе, я знаю, что это за работа. Это кошмар. Это плохо. Поэтому завидовать Зеленскому не завидовал никогда. И сейчас не завидую, а сейчас особенно не завидую. Иногда, знаете, кажется, что вы как косплей, то есть вы идете за ним по его траектории. Да, Боже, избавь. Нет, абсолютно. Я всегда иду по своей траектории. Главный упрек мне, который можно предъявить, я всегда служу самому себе, своим целям и задачам. Ну, это как раз очевидно. Ну вот, поэтому там все эти рассказы, что то Дугину, то Зеленскому, то кому Ходорковскому, то Путину, то еще, то республиканцам, как про меня рассказывают. Это надо меня абсолютно не знать и не понимать. Не существует человека, которому я мог бы служить, кроме меня и организации.
Я служу всегда только себе, где бы я ни находился. Почему в тот момент, когда у вас начало получаться, в общем, и на актерском поприще, а с разведкой вас уже ничего не связывало, не будучи по рождению украинцем, вы не уехали из Украины? Я не хотел кидать театр. Я реально... Ну, сколько театров на белом свете? Нет, «Черный квадрат» совершенно особая атмосфера. Это всегда живые люди, это всегда уникально, это импровизация. Я же не был актером никогда. Я играл роли, но не был актером. Меня актерство не интересовало в чистом виде. Меня интересовала психология внутри театра. Вот так вот. То есть главный мой интерес в жизни – это психика человека. Индивидуальная и коллективная. В разведке, в театре, где угодно я занимаюсь человеком, личностью, внутри его, большой политикой, коллективной личностью. Но никогда не было у меня интересов за пределами личности, скажем так. Меня интересует феномен человека как таковой. Когда вот вы знакомитесь с Корчинским, который, в общем, националист, и такой жесткий националист, а вы говорите, то есть все-таки первый язык у вас русский, а второй украинский. Да. И общаетесь вы с Корчинским на каком языке? На русском. Я все время говорил на русском. А как он это воспринимает? Очень спокойно. Зачем вы ему были нужны? Широким кругом. Ему было интересно, ему было скучно, потому что, понимаете, главная же проблема приличных людей – это собеседник, окружение. Вот как Сталин дружил с Булгаковым. Ну, не дружил Сталин с Булгаковым. Как общался там, или с Горьким, например. Почему он Горького держал в окружении и не давал обижать? Почему он Лосева не дал репрессировать окончательно? Пусть будет хоть один философ-идеалист, он сказал, правильно? Потому что должна быть какая-то пища для ума. На фоне войны простой травмированный человек мыслит очень прямолинейно. Но вот если Латынина сделала некомплиментарное заявление по Украине, дружить с ней нельзя или общаться с ней нельзя, потому что она враг и гонит российское ПСО. Мне тогда хочется спросить, а что ты понимаешь в ПСО? Вот у меня одна из военных специальностей – это офицер информационной борьбы. Прямо написано. У меня много военных специальностей. Вот. Я был вторым по значению офицером, выше был только начальник в одной из структур информационной борьбы украинских вооруженных сил. Это в какой период прочего, времени? В 2019 году. Так вот, могу вам сказать, что я немножко понимаю. У меня есть доказательства. У меня есть мнение, например, иностранных экспертов, которые сказали не больше, не меньше, что Арестович в одиночку выиграл войну информационную с Россией в первые 4 дня войны. Они тратят миллиарды долларов, а я просто 5 раз выступил с трибуны там, и дал 20 интервью. И переломил ход. Я немножко понимаю в информационной войне. Есть области, в которых я не разбираюсь, так я не претендую. Но мне кажется, нет таких уже областей? Нет, есть. Но есть области, в которых я разбираюсь. Их немного, но они есть. Поэтому есть эффект от того, что кажется, что я везде разбираюсь. Во-первых, потому что я в очень много сфер иду. И кое-как-то там все-таки разбираюсь. Вы рассказывали в каком-то из интервью, да, что у вас есть такой суперскилл на 4 дня глубоко погрузиться в какую-то специальность. Я всегда методом погружения учусь. А во-вторых, момент какой, что я разбираюсь в человеке в этой области. А когда ты разбираешься в человеке, ты невольно немного начинаешь понимать, по крайней мере, что эта область делает с человеком. Про Корчинского мы говорили. Да, Корчинский. Корчинский человек с очень широким кругозором. У него есть установки, но он преспокойно дискутировал все, что угодно. Спокойно общался он со мной на украинском языке, а я с ним. Вернее, он на украинском, я с ним на русском. У него, кстати, очень красивый украинский. А он из русскоязычной семьи, знаете, да? Его родители говорят на русском языке до сих пор. Он вообще на украинском начал учить в 14 лет, как он мне сказал, или что-то около того заговорил. А до этого все тоже был русскоязычный. Мы общались по живописи, по истории, по ключевым вопросам, таким очень интересным. То есть никаким образом его националистические взгляды вас не завораживают? Нет, я не националист. Абсолютно. И он это всегда знал, и тем не менее мы общались. Ну, вы не просто общались, вы, в общем, были в какой-то момент парочкой такой, и он вас продвигал в политическом смысле? Продвигал, да. Более того, я считаю его одним из учителей своих. То есть я в 6 людей, которые меня учили, Корчинского заношу все-таки. А, да? Научил он меня не национализму. Он учил меня широте кругозора, нестандартному взгляду, риторике, за что я ему, кстати, очень благодарен. А кто еще? Подводный, старший лейтенант Камышников. Это мой командир роты в училище, великий человек, величайший. Жив? Не знаю, сколько времени прошло. Мы с ним никогда после выпуска из училища не виделись. Значит, потом кто еще? Это великие учителей. Андрей Борисович Лесогор, это очень известная фигура в Украине. И Корчинский. Вот это. И мой отец, это набор. Маму я еще считаю. Маму, да, и большая сестра сыграла большую роль. Старший. Старший брат. Вот если их записать, вот это люди, у которых я учился в жизни. Реально учился. А сейчас вы с Корчинским поддерживаете отношения? В 2010 году разошлись. Он где-то там своим занимается делами. Ну, что значит своими делами? В Украине война идет. В Украине война, он там
как это, у него есть братство, братство воюет. А братство разве не расформировано? Насколько я знаю, нет. Братство воюет, он там собирает людей в отряды, они бегают, стреляют, в общем, героически. Сам он не воюет? Сам не воюет, нет. А что произошло между вами и Корчинским в 2008-2009 году в Одессе? Он был другом Гурвица. Так. Когда Гурвиц выиграл выборы, он ему помог выиграть выборы, надо было расставить своих людей. Потому что всегда власть должна заполнить живая. И была должность замглавы администрации Приморского района. Человек, который на нее готовился, был за границей, не мог быстро приехать. Он сказал: хочешь? Я к жене прихожу, говорю: хочешь в Одессе пожить 3 месяца летом? Она говорит: ну да, это интересно. А мне было очень интересно посмотреть, что такое быть чиновником администрации вот, районной, тем более в Одессе. Ну, Приморский район, это же Лонжерон, все пляжи, там, да, Дерибасовская и так далее. Я дал согласие. Я очень быстро понял, что мне это не нравится. И как только человек явился, я написал заявление. А Корчинский имел влияние на политическую ситуацию в Одессе 2008-2009 года? Он работал с Гурвицем по предвыборной теме. Вот. Насколько он имел влияние, это большой вопрос. Его там сильно не любили, могу сказать. Очень. Но что-то между вами произошло такое, что вы больше вообще никогда не общались? Ну да, в частности, политические требования, которые он ставил, там, и как его дальнейшие планы на мою карьеру, я сказал, что нет, это не моя история. А это какие были планы? Мне не нравилась политика местная, мне она слишком грязная была, мне не нравилась сплошная коррупция, которая там есть, и черные деньги, которые ходили туда-сюда, цинизм, вот этот весь это. Я сказал, это не мое. Но есть довольно интересное видео 2008 года, где вы вместе с Корчинским говорите о том, как в довольно скором времени будет аннексирован Крым. Ну, вы называете это захватом. Вы едва ли не в деталях проговариваете эту историю. И Корчинский призывает, в общем, защищать Крым с оружием в руках. Откуда у вас такие были мысли? И... Ну, то, что Крым захватят, это было очевидно. Я участвовал в тузлинских событиях, а кроме того, я помнил, что такое Мешковщина в Крыму, 93-96. И направление российской военной политики было абсолютно понятно. Иначе что бы я Дугина разрабатывал? Тузла, 2003 год, там дошло до военного столкновения практически. Да, я в этом принимал непосредственное участие, прямое. И мне было все понятно. Абсолютно. Корчинскому тоже было все понятно. А почему я написал в деталях? Потому что это очень обычная военная аналитика. Ты знаешь расположение частей, знаешь, что должны делать россияне, чтобы блокировать эти части. Вся остальная логика тоже есть. Там все четко. Так я и эту войну большую предсказал. И много чего еще. Ну, нет, подождите. В декабре 2021 года, говоря о возможной войне, вы говорите о том, что да, Донбасс, но дальше русские не пойдут. А таковы были планы. Мы их соблазнили, они должны были наносить удар, сходящийся западнее Харькова, на Днепр и из Крыма на Днепр. Отсекать нашу группировку, громить ее, тяжелейший политический кризис, приход к власти людей типа Януковича, Медведчука. Это был их план. Они на Киев пошли только по одной простой причине. Мы их соблазнили своей слабостью, у них не было в первоначальном плане это. Киев защищало 3,5 тысячи человек, а они могли выделить 50 тысяч, причем там десантники, спецназ. Только поэтому они ломанулись на Киев. Это была их колоссальная ошибка. Расскажите про старшего лейтенанта Камышникова. О, это великий человек. Его биография звучала так. Он был наркоманом-внутривенником. Беспризорщина, мама, папы нет. А у мамы был родной дядя или двоюродный дядя, замкомандующий Среднеазиатским военным округом советским. И он приехал, там где Ташкентская ВОКу была, высшее общественное командное училище. Он приехал, говорит: ну слушай, давай в училище, потому что единственный шанс его излечить, это, чтобы он дальше и дальше не катился, это училище. Его туда запихали, мы выдали гранатомет, он с ним упал сразу. Через 2 года он был чемпионом округа по бегу и по рукопашному бою. То есть с человеком происходит щелчок, трансформация, и он полностью меняется. Он настолько глубоко воспринял армию как систему и логику армейской профессии, что это просто бог войны, вот воплощенный такой. Мой папа профессионал экстра-класса, у него окружение соответствующее, но как бы Камышников – это просто сама суть армии и войны, ее понимание. Вот просто человек на прямом источнике сидел, знаете, как говорится, в психологии. Что значит прямой источник? Ну вот когда у тебя бывают источники, вот когда ты прямо напрямую воспринимаешь живую веру, да, там, например, там, католик ты на живом источнике. А бывает, на каждый источник садятся в коллективном бессознательном такие паразиты, которые называются концепции, которые пытаются концептуализировать. Так вот, есть живая вера в православии, где-нибудь в ските, да? А есть концептуализированное православие на мерседесах, там, которое там, правильные слова типа Кирилла говорит. Камышников был просто на источнике. И он нас так всех учил. Вот. Он меня сначала разжаловал, я был командиром отделения на курсе молодого бойца, он разжаловал в рядовые за жалость к личному составу, между прочим. Через полгода я был замком взвода, и с нуля поднялся из ничего, из пепла снова вырос. И мы с ним были в жесточайшем конфликте, и как всегда, это жесточайшем, как всегда оказались, я его оказался главным учеником, который наиболее полно воспринял его учение. Это абсолютно великий человек был, огромную роль сыграл, он меня сделал военным, я понял, как это работает, сам дух армии, саму логику армии. Кроме того, за этой стояла определенная совершенно жизненная философия.
И я вот еще в полной мере освоил эту философию. В 2014 году, после начала вторжения в Украину, вы принимаете решение вернуться в вооруженные силы. Нет, я не возвращался. Я в 2018 году только вернулся в вооруженные силы. Но в 2014 году вы оказываетесь на Донбассе. Да, это самостоятельно. Как волонтер. Как волонтер. А на самом деле как кто? Мало ли. Ну, Всякое бывало. Жизнь, она сложная. но мы же решили прояснить все-таки вашу биографию. Я решал задачи, которые я сам себе ставил. Мне никто их не ставил, как всегда. Я понимал, что должна быть сделана эта работа. Я ее честно делал. Какая? Разная. Разведкой занимался в основном. А для кого, если вы сами решили? Для наших войск. Подождите. То есть вы сами, вот Алексей Арестович, едете в Донбасс и занимаетесь разведкой с частным интересом. Частным интересом передавая информацию своим друзьям из ГУРа, которые там стали уже большими начальниками за это время. Ну так дети делают в партизанских отрядах. Да, но я не хотел в армию идти. Я просто не хотел с ними иметь дело. Я понимал, кто такой наши генералы, и не хотел им подчиняться в принципе. Ну в конечном-то итоге все равно вы помогали ГУРу, получается. Помогал, потому что Родина, защита, бла-бла-бла. А почему вы не пошли воевать? У меня был народный резервист, курсы, где я подготовил кучу военных для армии. И в том числе с выездами на фронт мы готовили. Ну, можно было пойти добровольцем в добровольческие формирования. Я не хотел с ними иметь дело совсем. Да. Мне предлагали сделать из народного резервиста свой добровольческий. Я не захотел. Я не люблю, когда на мне висят люди. А они уже тогда висли. Ходила половина народного резервиста и ныла, что давай создавать добробат и так далее. Но я знал, что такое добробат. При всей любви это куча коррупции, куча политики, куча нарциссизма невменяемого, да, и идиотское военное применение. Поэтому я не хотел этим заниматься, в принципе. У меня была ниша, в которой я чувствовал себя прекрасно. Как бы вы описали эту нишу? Разведка на себя. Это вообще преступление. Почему? В условиях войны разведка на себя – это… Почему? А что здесь такое? Под какую статью Криминального кодекса она попадает? Государственная тайна. Я никаких секретов наших я не узнавал. Я узнавал российские секреты и передавал нашему ГУРу. А вдруг у них там тоже уже кто-то под прикрытием работает? А вдруг это их? А вы ничего не знаете? А они наведут порядок, вы не волнуйтесь. Они же не одним Арестовичем живы. У них есть возможность сравнить. Сидят аналитики, смотрят, кто что добыл. Дёза, не дёза и так далее, и так далее. А каким образом вы деньги зарабатывали в тот момент? Я всегда семинары читал. Первый семинар я прочел в феврале 2000 года. В театре начал вести дополнительные занятия. Потом они все менее становились театральными, все более психологическими. Потом в 2010 году мне подводный сказал, принял у меня длинный 2-месячный экзамен и сказал, что все, ты можешь, давай на самостоятельную практику. У меня появилась постоянная аудитория людей, и я начал их учить просто. Сначала я методики подводного давал, потом они все более становились своими, и в конце концов я разработал авторский курс и уже свой преподаю. Я зарабатываю только семинарами. То есть параллельно у вас идет школа, параллельно вы узнаете секреты врагов и передаете их в ГУР на добровольных началах. Да. При этом вы создаете благотворительный фонд, через который вы помогаете войскам. Я его создал, потому что меня попросили люди, которые готовы были переводить очень большие деньги промышленно, то есть бизнес, но для того, чтобы вопрос налогов был решен. Но в конце концов они же, эти люди, отказались, сказали, что нам проще так дать, чем вот это связываться, то все это. Они просто давали большие деньги. Я был одним из первых волонтеров вообще. Публично я чуть ли не первый призвал помогать армии с Краматорского аэродрома 17 апреля 2014 года. Вы с женой туда приезжали? Да, с женой. На окруженный аэродром. Я ее на 3-е свидание пригласил съездить на окруженный Краматорский аэродром. Вы умеете впечатлить девушку? Это было весело. Я завел 5 машин помощи и вывел оттуда, без единой царапины. Самая близкая позиция, которую мы проехали от боевиков, 150 метров была. Что за история, когда вы вместе с другими военными, где вы были вроде не самый старший по званию… Не самый старший. Это еще один миф такой, да. Попали в вроде бы подготовленное окружение? Нет, это не окружение было. Это было в 2018 году. Я решил посмотреть, что такое пехота первой линии. Реально, побывать. В пехотной бригаде, да. И пошел. Татусь был командир бригады 72-й, это бывший курсант моей роты с училища. Я говорю, давай, я к тебе, давай. А так вот можно вообще прийти в армию и сказать, давай, поехали? Конечно, контракт заключаешь и пошел. И я поехал туда, хотел начальником разведки, у него было занято, помощником начальника разведки я пошел, Светлодарская дуга. Что такое помощник начальника разведки? Это когда всякие внезапно возникающие задачи, особенно когда кто-то заехал от старшего командира, сходи, значит, проведи. Я сюда сам вызывался, потому что я очень хотел воевать, но 72-ю бригаду… Очень хотели воевать? Очень хотел воевать, да. В 2014-2015 вы тоже воевали, они конечно, просто узнавали секретики в частном порядке и передавали… Конечно. В серую зону я ходил по 4 раза в день, бывало. В 18-м стационарный фронт, никто там никуда не ходил и так далее. Работала группа старшего командира, которую надо было сопровождать. Мы неделю проработали, а потом, получается, у нас была позиция, которую сильно кошмарили
сепары. 650 метров в поле, там очень толковые ребята были. Но был день, когда им прилетело за сутки что-то штук 25 СПГ, снайпера стреляли и так далее. Короче, обижали моих солдат. А я не люблю, когда моих солдат обижают. И я прихожу, говорю, давайте накажем эту позицию. А там только что ротация произошла. А когда ротация происходила, все активно воюют сначала. Потом надоедает, начинаются плановые боевые действия. Я на ней несколько раз ночевал, посмотрел на это все. Говорю, так, нет, будем наказывать. И я говорю ребятам, давайте накажем. Они снайпера были. Говорят, окей, это было коллективное решение. Я там не был старше по воинскому званию и вообще не работали по самостоятельной БРке. В разведке вообще работает принцип другой, чем в армии во всей. Там коллективное решение. Каждый имеет право голоса для пользы дела. И получается, давайте сходим. Давайте. Вызвался Полтава, царство ему небесное, он был снайпером. Мы стали искать маршрут, как подойти сбоку с фланга к этой позиции. Муравейник она называется, позиция. И он говорит, я вас провожу по оврагу. Я говорю, овраги все доминированы. Это, там, наши ставят, чужие и так далее. Говорит, я знаю, я регулярно туда хожу. Окей, мы пошли. Я шел вторым. А они, там же везде АЗМки, мины с проводами, да, на подрыве, да, ручном. Снайпера начали цеплять стволами провода. Ну, а в армии рефлекс с первого курса. Если кто-то первый держит дверь, знаете, второй, вернее, всегда держит дверь и так далее, и так далее. И чтобы все прошли там, например, на лесной тропе, ты ветку убрал, все переступают, потом ты закрываешь. И я ее убрал, поднял провод на заходе во враг, и они прошли все вперед, и я оказался последним. Потому что я выполнил рефлекс, который с первого курса вбит у всех военных. Мы потом прошли, там 7 рядов мин заграждений было, и не дошли метров 25 до позиции, с которой мы должны были стрелять. Сработала АЗМ-72, это ведьма, она подпрыгивает, взрывается, шарики разлетаются. И я оказался единственным не раненым и не убитым из всей группы. Я вызвал эвакуацию, она через 23 минуты прибыла, это очень быстро. Я сразу доложил, что мы подорвались. Вот, и сидел, я наложил 2 жгута там одному нашему хлопцу, Роме, знаменитый очень такой снайпер был. И на него кровь по ногам текла. Я подумал, что ноги, и наложил 2 жгута на ноги. А ноги тоже были биты, да. И я подошел, сползал к Полтаве. Полтава был мертвый, это сразу было видно. И один был хлопец, снайпер, тяжело ранен. И еще один, вот тот, который был старший начальник, тоже был ранен. Но он был в сознании, только такой же, в прострации полной. Он плыл, не управлял. И я организовал эвакуацию. Я 4 сходил туда и обратно. И вышел последним, забрав все, до перчатки, шарфа и шапки. Что, кстати, очень большая редкость нашей любимой армии, между прочим. 3-й раз я зашел на минное поле. Ошалевшие солдаты на меня смотрели. Я настолько был уставший, что я уже понимал, что во враг я не спущусь, потому что без проводников местных я не пройду мины взрывные. Я поворачиваюсь, там мины стоят и торчат из земли. Я смотрю, а там метров 850 сепары возле СПГ там возятся. Я как помощник начальника разведки знал весь передний край противника. Я знал, где что стоит. Смотрю, там видно, в поле 850 это почти в упор. А я как раз на таком снежном взлобье таком был, как бы, да, я думал, бляха, ну я сижу тут в зеленом, на белом, сейчас они покурят, увидят, один выстрел и привет. Я туда, начал мотивировать себя, вспомнил про жену, не действует, про детей не действует, Русь, Украина надо построить, не действует, 5-й проект не действует, во имя чего, ничего уже не действует, адреналиновое отравление, на мне 3 винтовки снайперские, тяжело, трупы перед этим натаскались и так далее. Я уже плюнул и пошел, а солдаты еще такие... Придурок. Я встал и пошел. И прошел. И сходил еще 4-й раз после. Мы возвращался с командиром роты, который эвакуацию осуществлял. И с принципа на тропе переставил его впереди себя, чтобы последним выйти. А зачем вы это делали все в итоге? В смысле? Ну вот сходили наказать, их не наказали. Потом всех вытаскивали оттуда. Да, потом все равно остались там еще... на какой-то... Что с ними было делать, простите? Нет, я понимаю, что когда уже все случилось, это надо было делать. Но вы себе сейчас как объяснять, зачем вы там оказались? Я все изучаю методом погружения. Ну, у всего должна быть какая-то конечная цель, смысл. Меня интересует феномен человека. Человека можно познать не в ситуации, когда он может погибнуть? Можно по фотографии познать, если правильно смотреть. Я вон профайлинг преподаю. Хотите, скину, посмотрите, как это работает. Но на изломах, конечно, видно лучше. Поэтому, чтобы меня понять, если вы действительно хотите понять мотивацию, а вы первый человек в моей жизни, который берет интервью и хочет реально понять, наверное, что я из себя представляю, потому что никого это не интересует. Всех интересует, когда закончится война, зачем вы врали, почему вы там, то, все, опять. Это вот предел глубины вопрошания. Если вы хотите меня понять, то мой главный жизненный тренд – это познание методом погружения. Вот я с головой ныряю в доктрину, в теорию, в мировоззрение какое-то, полностью туда принимаю его на себя по-актерски. В этом некоторое время пребываю и выхожу.
И вот тогда я уже понял, могу критиковать, могу раскладывать и так далее. Я всегда так делал. А вы помните, когда вам пришлось первый раз убить человека? Да. Когда? В 2014 году. И как это было? Стрельнул, он упал и умер. Вообще ничего. У меня был такой позыв в стиле, такой патетики, типа, вот, сломана печать, я, значит, этот самый. Но я бы очень быстро справился, переключил субличность с романтически театральной на профессиональную, и все. И там дальше обыскал, документы забрал, оружие забрал. С тех пор вы считали количество убитых вами? Да я не так много было ближних контактов, чтобы считать убитых нами. Но можно посчитать, попытаться посчитать, сколько я убил, наводя. Но кто же это считает? Все это же не самоцель. На войне никто не убивает людей, на войне уничтожают противника. Я людей не убивал, я уничтожал противника. Все. Но вы считаете это своими грехами? До какой-то степени, конечно. Но опять же, смотрите, это же не предумышленное убийство. Я же не похищал у него осла, жену или золото. Я защищал родину как офицер и выполнял свою работу. Но вы только что говорили о том, что вы шли на войну не защищать родину, а узнать о том, как это устроено. Так я же на войну пошел в 14-м, а не в 18-м. А в 14-м вы сказали, что вам было интересно посмотреть, как это устроено. Нет, так это главный руководящий мотив. Но кроме этого была защита родины. Я очень болезненно воспринял отъем Крыма и считал, что надо поквитаться. А когда это пошло на Донбасс, все, это парни не с нашей улицы. И они должны либо умереть, либо вернуться на свою улицу. Я до сих пор так считаю. Те, кто пришел навязать свою волю нам, должны быть убиты, либо отказаться от своего намерения. Все. Отказались, можно строить другие отношения, в том числе добрососедские. Пока есть воля навязать, значит, нет, разговор один. В 2020 году вы каким-то образом оказались в переговорной группе по Минским соглашениям. Каким образом? Резников позвал. А почему он именно вас позвал? А я очень активно критиковал группу тогда. Я говорил, что они бестолково, все делают неправильно, криво-косо. Через общих знакомых получил телефон. Ты критикуешь, прими участие в заседании, он сказал. Я пришел, он говорит, ну что? Я говорю, не так, вот это. Он говорит, а хочешь быть советником информационной политики и спикером группы? Я говорю, давайте. Опять же, исправить хотелось, потому что я просто не выносил то, что там происходило. Но это такое совсем было плохо. А что там было плохо? Не было информационной политики никакой. Россияне перехватывали повестку моментально. И все во всем мире и в Украине все понималось так, как они подавали, а не так, как оно было на самом деле. А я переиграл. То есть вы считаете, что с вашим приходом изменилось? Полностью изменилось. Это даже журналисты, которые меня терпеть не могут, признали. А кроме того, это признали россияне. Они давали в свои документы, которые к нам попадали, по результатам этого, они писали так, сделать как Арестович. Что было на этих переговорах? И почему сейчас бытует мнение о том, что эти соглашения никогда бы не могли работать? Они могли работать до того, как Порошенко вписал туда от руки, говорят люди, которые были во втором Минске. А Путин выскочил из комнаты, взялся за виски и говорил, бляха, удача, как, и так далее. Поэтому... Что вписал Порошенко? Фамилии Захарченко это самое. Почему? Потому что если бы их подписали без этих фамилий, это было бы международное соглашение по военному конфликту между Россией и Украиной. То есть Россия признавала себя стороной конфликта. Это другой статус, другие переговоры, другая логика. А когда вписали этих, мы легитимизировали так называемый ЛНР и ДНР. ЛНР и ДНР – это две раны, которые сделали в нашем боку, чтобы засунуть туда пальцы и нами управлять. Все. И это означало бы завести Украину в управляемую позицию, чего нельзя было допустить. Поэтому никаких шансов после второго Минска не было уже вообще. Я слышала другую версию, что это не Порошенко был, но если допустить, что это не Порошенко, допустим, не Порошенко, да. Кому это выгодно было вписать эти фамилии? Я не знаю. Скорее всего, Путину было выгодно, потому что по одной простой причине, потому что он получал инструментарий. Там же во что уперлась вся эта трехсторонняя контактная группа? Она уперлась в то, что от нас требовали все время признания ЛНР и ДНР и вступления в прямые переговоры из-за двух фамилий, вписанных туда от руки. К этому моменту вы уже вернулись на службу в разведку? Нет, конечно. И на военную службу тоже? Нет, Бог избавь. Нет. Я люблю самостоятельность. Сейчас, если бы вам предложили, вы бы тоже не вернулись? Нет, только на руководящую должность. Тогда за что действительно вам дали звание подполковника 7 апреля 2022 года? За участие в Киевской оборонной операции. Даже Юрий Касьянов, который меня терпеть не мог, это была одна из групп, которую я координировал по нанесению огневого поражения российским войскам. Даже он это признал, только после этого я начал бы говорить. Если бы он не сказал, это не стало известным местом, я бы вообще не признался. Активно участвовал в сборе информации и координации огневого поражения. Люди были на связи, я их засылал, иди туда, узнай то, наведи. Это было очень прикольно, потому что ты даешь интервью какой-нибудь Fox News, и у тебя параллельно вылазит координаты огневого поражения. Я так тайком, даже видно некоторые интервью, я пересылал с поправками, вводил текст. Это был кошмар, я как вспомню. Это выглядит как афера. Афера, главное, что она работала очень хорошо. Вы вообще аферист по характеру? Я авантюрист, не аферист.
Это разные вещи. Это разные вещи. Аферист – это кидало. Человек, который крутит авантюру, чтобы кинуть кого-то, обмануть. Я не кидаю людей. А авантюрист я по полной. Да. Для меня один – прыгнуть с головой туда и погрузиться полностью, изучить. Вот это мой метод. Метод прямо противоположен любой системной карьере, заметьте. А как у вас с Гордоном-то сейчас? Можем поговорить. То есть вы общаетесь? Да, но он перестал со мной записывать интервью, после того, как я сбежал и стал предателем. Ну, он про вас сказал как раз, что вы аферист. Ну, видите, не ошибается человек. Когда он это сказал? Ну, после того, как вы уехали. Ну да. А вы не пробовали с ним как-то все это объяснить? Зачем? Ну, просто было одно из ваших воодушевляющих интервью с Гордоном, когда вы идете по Киеву, и вы не можете разговаривать спокойно, потому что вот буквально на каждом углу к вам подходят люди, фотографируются, говорят «Слава Украине». И получилось, что и век вашей дружбы, и век вашей славы такой короткий. Дмитрий, он всегда насчет славы очень чувствительный был человек, поэтому он дружбу меряет в славах. Видимо, количество славы упало, и вопрос о дружбе стал проблематичным. А с Фейгиным? Нет, с Фейгиным там все... Совсем плохо? Конечно. А почему вам все время нужен соведущий? Сейчас вы с Латыниной. Да, мне не нужен соведущий. Мне вообще никто не нужен, вы не поверите. Если люди просят, я общаюсь с теми, с кем мне интересно. У меня никаких других соображений нет, только интерес. Вот Юлия Леонидовна, она мучительно меняет мировоззрение, собирая какие-то там факты, да, пытаясь что-то понять и так далее, и так далее. Она мне интересна чем? Она как человек, который проходит внутреннюю трансформацию. А какое мировоззрение, на какое меняет Юлия Леонидовна? Ну, например, она пытается понять, где Украина и Израиль там делают крупные ошибки, где они могли бы не сделать эти ошибки. Это противоречит многим ее представлениям. Она делает множество противоречивых заявлений, но она мыслит и пытается себя менять. И я уважаю только один тип человек – мыслящих, которые пытаются менять самих себя. А это вы ей предложили делать совместный эфир или она вам? Нет, они пошли с начала войны, причем первое интервью у меня с ней было, по-моему, чуть ли не раньше, чем с Фейгиным. И с тех пор мы держимся друг друга. На нее наезжают, на меня наезжают, и она меня поддерживает, я ее поддерживаю, не предаем, да, поэтому общаемся. В 2022 году вы зарегистрировали товарный знак «Арестович». Почему вы не сделали этого раньше, и зачем вы это сделали в 2022 году? Потому что на меня начали клеить везде уже. Но когда выпускали там печеньки с моим изображением, да, бабушка могла заработать там 20 гривен, то я никогда не предъявлял претензий. Но когда начали крупные корпорации или там средний бизнес ставить без разбора мое изображение, причем туда, куда мне не нравится. Ну вот у меня под домом был киоск, где продавались печенье с моим изображением. Я выходил, брал кофе и сам себе ел. И Сашке давал. Скушай, папа. Любил дарить пряники с собой. Ну, это люди, это мелкий бизнес на здоровье, сколько угодно. Я же говорю, когда начали люди, которые без того зарабатывают миллионы, десятки, сотни миллионов, начали меня юзать без спроса, и там, где мне не нравится, я зарегистрировал просто, чтобы прекратить эту волну. Я не собирался это никак эксплуатировать, там, да, зарабатывать на этом. Мне было множество предложений, самых серьезных. Я отказался. Это не моя тема, там, быть омбудсменом каким-то там, или амбассадором каких-то брендов и прочее. Но все серьезные компании понимают, что если бренд зарегистрирован, то ты его так просто не можешь использовать. Это была защита, чтобы не трепали имя и изображение без спроса. Вот и все. Неужели вы никакой контракт не заключили, чтобы заработать этим именем? Нет, это не моя тема вообще. Ну вот даже упомянутый выше Дмитрий Гордон заработал деньги с помощью пирамидок успеха Дмитрия Гордона. Дмитрий, да, я нет. Это не моя тема. В Украине это просто вот запредельно. Это правда, что у каждого политика в Украине есть... Десяток трактибедохов, как мы их называем, да, там, да. Ну вы же тоже трактибедох. Я не трактибедох. Ну хорошо, вы просто очень образованы. Да, я не трактибедох. В том смысле, что я не применяю эту методику. Трактибедохи – это таро, гадалки, экстрасенсы всякие там, да, и прочее, которые там что-то прозревают. Ну, эзотерические практики. Эзотерические практики, да. Я никогда в жизни не занимался эзотерическими практиками. Ну, подводно занимался ими, а вы его ученик. Занимался, а я в него учился. Но это не значит, что я занимался. Но, во-первых, подводное – это далеко не только эзотерика. Второе – это то, что я их никогда не применял. Кто рассказывал Дмитрию Быкову в эфире о том, как изгонял беса из мальчика? Так это же психотерапия. Ты приходишь, ребенку плохо, и все вокруг уверены, что в него вселился бес. Но тут какие два варианта? Первый – этому противоречить, вступать в конфликт с родителями. Если я правильно понимаю, то у мальчика было онкологическое заболевание. Да, он умирал в этот момент. Дело в монастыре. Они все уверены, что вселился бес. Родители бес, перебес. Тут или с этим спорить, или подыграть. Это же психология. Подстройка, потом ведение. Клиенту не противоречить непрофессионально. Надо подстроиться и это самое. Знаете, как Будда говорил? Человеку нужен дождь, стань ему дождем. Нужен мост, стань ему мостом.
И только после этого ты сможешь помочь. Подстройка, потом ведение. Никогда не спорят с клиентом. Если он считает, что вокруг бесы, говорю, окей, бесы, все. Исходим из того, что бесы, что дальше? Если мы исходим из того, что люди, у которых власть, нуждаются в эзотерических практиках, мы им предоставляем эзотерические практики и делаем вид, что так должно быть? Я не предоставлял никому никогда эзотерические практики. Это они это выбирают им на здоровье. Кроме официального знания всегда должно быть теневое. Ну, эту роль, например, против церкви играли масоны долгое время. Знаете, да, что католическая церковь до сих пор не причащает масонов? 23 президента США были масонами при этом. Это как бы реальные исследования, фотки есть и так далее. И всегда есть теневое знание, потому что общество всегда существует за счет теневых процессов. Ну хорошо, а вы сами что-то из этого применяете по отношению к себе? Там, ничего. Почистить карму? Нет. Погадать? Нет. Прочесть гороскоп? Нет. Мне гадают очень много. Мне гороскопы присылают там люди. Вот я на вас разложила карты Таро. Я увидела это все, пятое. Я говорю, окей, да, давайте посмотрим, это интересно. Неужели вы никогда ни разу этого не делали? Не делал. Тогда расскажите, что произошло в момент вашего знакомства с вашей нынешней женой Анастасией. Значит, она пришла к вам на семинар. Да. Ее привела подруга, которая была ваша знакомая. Она училась у меня, да. Вы к ней подошли и сказали, что я вижу и чувствую, что ты будешь моей женой. Так? Не так было, нет. У нас такое приветствие, мы руки на плечи ложили друг другу и качались. Это чтобы людей переключить с рабочего дня, а вот атмосферу в коллективе это создать. Прикосновение, тактильность и так далее. А я стал так специально, чтобы она попала мне под руку, и так и сжал шею на пальце. Типа показываю, ты моя. Да, я посмотрел ошалевшими глазами, я подошел в конце занятия, потому что на занятиях такое... А так показывают, ты моя? Ну, я так показываю, типа лев, знаешь, львица, да. За шиворот берет, говорит, ты моя. Я подхожу, приглашаю на кофе. Мы пошли на кофе. И она говорит, а зачем тебе все это надо вообще? Ты меня пригласил, то все пятое, все. Я говорю, так я хочу большой красивый роман, и вообще надо жениться. Говорю. Сын будет. Сына, говорю, должна мне родить. И? Замужем и родила сына. Какой кошмар. Почему? Ну, что значит должна? Я не говорил должна, это я про себя. Я говорю, я думаю, что у нас будет сын. Я сказал, и мне кажется, так я вижу. А она вам поверила? Ну да. Но в этом все равно, в этой истории, даже как сейчас вы ее рассказываете, есть какой-то элемент мистики. Да мистики ж полно. Я же говорю, есть силы выше материальных. Но эзотерика, мистика, эзотерическая практика – это разные вещи. Что касается мистики, то это восприятие мира скорее как живого. Это желание устанавливать отношения, связи со всем живым. Этот подход мне близок, потому что я вижу мир как живой и вижу во всем. В людях я вижу проекцию на мир и проекцию мира на этот. На психику человека они очень тесно взаимодействуют. Эта тема мне ближе. Но сидеть там пассами, пытаться как эти взаимодействия организовать – нет. Ну, а аффирмациями вы занимаетесь? Нет, у меня своя методика, у меня аристотелевско-юнгианский подход, я бы так сказал. От Аристотеля у меня ставка на здравый смысл, на логику, на рациональность. А от Юнга работа с архетипикой, с коллективным бессознательным. Вот это мой стиль, вот этот. Я очень трезво стоящий на ногах. Хотя мистики я навидался и магии. Всяких необъяснимых вещей. Типа исцеления чудесного с 4-й стадии рака там, и так далее. Ну, когда вы такое видели? У меня первые клиенты были с онкозаболеваниями, были смертельными редкими заболеваниями. Как на подбор. Я вообще не мог получить так называемого нормального клиента, у которого там девушки не любят, денег не хватает. Или он боится публичных выступлений. Первые 2-3 года это только умирающие. Например, врачи говорят доказательно, светило медицины. Все разные, наши, в других странах говорят, что с этой болезнью человек 19 лет пережить не может. Парню 23. Более того, атмосфера в доме, семья его уже похоронила. Все, она отпела. В доме склеп. Богатый дом. В Харькове было дело. И после семинара подошли выездного, сказали, а можете проконсультировать? Давайте. Я поехал и просто я жду же этого парня, когда он придет. Приходит хлопец в желтой майке с оранжевой гитарой, сияет как солнце. Я говорю, так, ребята, все поняли, не его консультируем, а вас консультируем. Зачем вы превратили дом в склеп? Ну вот, мама, знаете, вот эта установка, врачи сказали, не можешь пережить 19 лет, ну, значит, ты не должен пережить, как-то у тебя уже 23. Ну, вот такие вещи. Ну, это просто неправильно поставленный диагноз. Как вам сказать? Это то, что называется доказательная медицина. В мире таких болезней, у него очень редкая болезнь, 33 случая или 3-4 были на тот момент, никто не пережил 19. Он пережил. Установка психологическая. Вы имели когда-либо отношение к какому-нибудь чуду, которое вот совершилось при вашем участии? Я трансформировал достаточное количество людей. Они говорят, что это чудо. Я так это не называю. Я называю это работа. Полностью поменяли жизнь. К лучшему. А как вы изменили жизнь своей жены? Жену надо спрашивать, наверное, не меня. Ну, что-то же вы делали.
Что Нет, человек, выйдя за вас замуж, отпустил вас один раз на фронт, второй раз на фронт, сейчас вообще из своей жизни выпустил. Почему выпустил из жизни? Она приезжает раз в месяц, не меньше. Не реже. Вы же знаете, что браков на расстоянии не бывает? Бывает, на самом деле. С трудом, да, но бывает же. Мы созваниваемся каждый день, по много часов разговариваем, часами разговариваем, как бы на все подробности обсуждаем. Но опять же, это недолго, это в разумные сроки закончится. До какой-то степени тяжело дается. Дело в том, что все люди, которые попадают в мое близкое окружение, у них начинаются трансформационные процессы очень сильно. А это не всегда бывает приятно. Но известно, что вы относитесь к женщинам, ну, скажем, утилитарно. Это брехня полная. Скандальный эпизод на вашем семинаре, где вы говорили про то, что хочется сделать с этими существами, это вы про женщин. Так это же даже суд признал метафорой украинский. Ну, я не украинский суд, я прослушала внимательно Весь семинар? Весь семинар. И там, где вы говорите, что после этого вы говорите о том, что это метафора, вы не говорите, что это метафора. Я не говорю метафора, я говорю, мы не будем сейчас учиться не быть такими мужиками. Прямо говорю эту фразу сразу после этого. Вы не говорите эту фразу. Примерно такую, давайте. Сейчас, минуточку. Дальше хочется, чтобы придушить. Нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года 3 не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой что там, не пускать и так далее, и прочее, прочее. Нет, пишет Алексей, который хочет подмазаться под девочек. Леша, говори правду. Хочется задушить нахрен. Это мне пишут, я цитирую. Это я понимаю. Внимание, вопрос. А почему нельзя их душить? Ну, я же говорю, нельзя душить. Вот это моя. Вы не говорите нельзя, вы говорите, а почему нельзя их душить? Ну, это же вопрос, потому что... Потому что уголовный кодекс. Нет, потому что семинар строится через систему вопрошания всегда. Ты должен человека завернуть глаза внутрь, чтобы он задумался по ключевым вопросам. Которое мы от этого получим. Да, это все ерунда. Это все, смотрите, там даже интонация меняется. Если внимательно слушать, я перехожу на личную позицию. Когда я говорю про душить, я изображаю в актерской роли, как всегда. А тут мой голос возникает. Это всегда по тональности слышно. Вы меня первый раз просто видите, поэтому вживую вам, наверное, этого не слышно. Очень четко видно. Для меня абсолютно, что я меняю тональность и говорю себя, душить нельзя. И потом я еще много раз говорю, почему. Я вообще за женщин, я феминист. В другом выступлении своем вы говорили о том, что женщина всегда так или иначе на стороне сатаны, и поэтому церковь их поддавливает. Нет, я говорил, как церковь считает. Это не я так считаю. Вы все время можете списать либо на актерскую профессию, либо на разведческую. Как вести семинар, скажите, пожалуйста? Вот как вести семинар? Это коллективное действие. Оно, во-первых, не предназначалось для массового этого самого. Это люди, которые пришли, которые понимают, куда они пришли и какие правила игры. Я всегда в образе подаю. Это в каком-то смысле спектакль одного актера. А во-вторых, через это заходит лучше, через метафорические вещи. Между сознанием и подсознанием кровавая яма. Можно работать левополушарно условно, через схемы объяснения, а можно правополушарно, через метафоры. Большинству непрофессионалов, которые не готовы, у которых трансформационные процессы, только-только начинаешь ставить какие-то вопросы серьезные перед ними, идет всегда через правое полушарие. Поэтому это всегда игра, это всегда подача, это всегда такая рассказка сказки, как бы нарративный рассказ и так далее. И я всегда там, посмотрите с этой точки зрения, посмотрите. Моя задача заставить человека думать. Чтобы думать, он должен допустить, что возможна другая точка зрения. А поскольку ты хочешь, чтобы он думал о базовых вещах, ты его ставишь в противоположную, на 180. Смотрите, там было множество женщин, ни одна не возразила. Потому Очень что жаль. Они понимают правила игры. Никто там не собирается душить женщин. Все девочки, которые у меня учатся, прекрасно знают, как я к женщинам на самом деле отношусь. А как вы на самом деле относитесь? А я очень, очень их понимаю, очень жалею и хотел бы раскрыть зонтик над всеми, чтобы защитить. Женщины живут в очень тяжелую судьбу в современном мире. Не в последнюю очередь благодаря церкви, вообще дисциплинарному обществу, и вообще необразованности и, скажем так, и неотесанности мужиков. Ну и сами женщины, конечно, тоже там, с другой стороны, кто виноват, что их не обучают с детства, не обучают отстаивать себя. И потом публика, которая выросла в православно-советской традиции, это всегда травматизация крайней степени. Дисциплинарное общество, страх и контроль. Женщины беспокойны по сути своей. По одной простой причине они думают про будущее всегда. А почему думают про будущее? Потому что дети, род. Треугольник контроля. Сначала возникает тревожность, потом желание контролировать, потом в выраженных случаях, которые ближе к психозу, уже это желание кастрировать мужчину или сына, или детей. То есть лишить их творческой силы, чтобы они, грубо говоря, не разрисовывали обои и не выкололи ножницами глаз. И женщина, особенно мать, всегда имеет этот соблазн. Не всякое поддается, но есть системный механизм, действующий в обществе. Это не женщина виновата. Это так дисциплинарное общество навязало эту концепцию женщин. Оно и мужчин калечит, оно всех калечит, и детей калечит. Но в женщине это проявилось вот так. Кроме того, запрет на наслаждение собой, наслаждение сексуальностью, понимание себя, открытая демонстрация сексуальности – это все, что из христианской православной истории вышло. И подавляющее большинство женщин огромные проблемы с собой в этом смысле. По клиенткам могу сказать.
Они с собой не дружат, они себя не принимают, они, скажем так, в них встроена глубинная подозрительность в себе, беспощадный самосуд на уровне очень глубоких неосознаваемых механизмов. Это часть нашей культуры, в которой все выросли. Это трагедия женская. Я как раз этот семинар читаю, чтобы поняли, как это работает. И демон озвучен и слабеет наполовину. Это вообще в пользу женщин семинар, а не против них. Вот, девочки, у вас есть системный фактор подсознательный. Вот вы, когда вы будете его знать, вам уже в половину станет легче. От того, что вы поймете механизмы, которые срабатывают после тревожности, нарастания тревожности. Но это же сволочная история этих механизмов в том, что они же и провоцируют тревожность, эти механизмы. То есть это такой нормальный механизм обслуживания. И если его не знать, ему подастся, он тебя еще будет закручивать вниз по принципу инферно. То есть у мужчин этих механизмов тревожности нет? У механизмов свои. У мужчин проблемы не с тревожностью, у мужчин проблемы с самостью. Основное, коллективное, да. У каждого свои индивидуальные вещи. Может быть, женщина с самостью, а мужчина с тревожностью. Но я имею в виду большие механизмы в коллективном бессознательном. В нашем коллективном бессознательном действуют травмирующие механизмы. Люди трутся друг от друга травмами. Природа травм такова, вы можете это в себе обнаружить и в других. Вам уже хотя бы от этого станет легче. А если заняться чуть больше, то можно и вскрыть в себе эти механизмы. Вскрыть, избавиться и так далее. Но это профессиональная работа уже. Вы получили огромный шквал критики феминисток после этого высказывания. Потому что они дуры и не способны воспринять то, что реально говорится. Я же его выложил в открытый доступ, можно почитать отзывы, женские в том числе. Я почитала отзывы, очень разные. Конфуций говорил, плох человек, который нравится всей деревне. Плох человек, которого ненавидит вся деревня. От кого половина не любит, а половина любит, это стоящий человек. Но вы все-таки не каждый человек, а вы тот человек, который собирается баллотироваться в президенты. Да, но вот я же баллотируюсь не по принципу «полюбите меня и проголосуйте». Я по принципу «я даю вам шанс». А если вы его упустите, то это не моя вина, а ваша. То есть вы хотите осчастливить собой украинскую нацию? Не осчастливить, а дать шанс. Я же точно выражаюсь. Счастливы они вряд ли будут от этого. Они будут счастливы потом, но сначала будет, как у Жени Лукашина. Я хирург. Мне часто приходится делать больно, чтобы потом людям было хорошо. Вот я такой психохирург. Я очень часто делаю больно, чтобы было хорошо потом. А с чего вы вдруг в ноябре 2023 года решили выдвинуть свою кандидатуру в президенты? Да ничего я не объявлял. Я пост с утра написал, чистя зубы. Когда меня спросили, какая у вас программа, я чистил зубы и параллельно говорю, ну ладно, вот такая. И пошел завтракать. А там бух, и все типа Арестович выдвинул кандидатуру. Как ее можно выдвинуть, если нету регистрации? И политическая деятельность запрещена. Официально я выдвину, когда меня ЦИК зарегистрирует. Или точнее, я хотя бы заявление туда напишу. Для этого надо, чтобы закончилось военное положение и был запущен выборный процесс. Послезавтра вы скажете, что это вообще была метафора, фигура речи, никакие президенты я не хочу. Нет, я не скажу про фигуру речи. Я вам прямо сейчас говорю, что я не хочу президента, но я дам шанс Украине. То есть, если будут объявлены выборы, я дам то шанс. Вы выдвинете свою кандидатуру в президенты? Не проголосуют, слава богу. Я пошел заниматься психологией. Если проголосуют, я выполню уже там намеченное, что я считаю, что нужно сделать с Украиной, сделаю ручкой и опять уйду заниматься психологией. А нет, еще поеду на яхте смотреть на касаток, плавать среди них. Касаток не видел, зараза, дельфинами. Сколько угодно забодействовал, с касатками нет. Как вы думаете, простят ли вам украинцы то, что сейчас вы не участвуете в боевых действиях? Когда вам такие претензии предъявляют, вы написали большой пост, он очень эмоциональный, за что я пойду воевать. За 2 липовых уголовных дела против меня, за травлю по всем каналам после яйца выеденной не стоящие оговорки, за российского шпиона, за беспрерывный двухлетний хейт, за непрекращающиеся угрозы семье, за бесконечные попытки блокировки счетов, за физическое преследование менеджеров моей школы, за 29 народных депутатов, призвавших с трибуны, рады немедленно арестовать Арестовича, как только он пересечет границу. Не эмоциональный, Катя. Это очень эмоционально. Нет, это очень неэмоциональный пост. Я специально устрою, чтобы он воздействовал сильно, но он абсолютно рациональный. Я опрос сделал. На вопрос, может ли человек назвать ценности, которые выше персонального преследования со стороны государства или там правящей власти. Я послушал внимательно ответ, и ни одного всерьез содержательного не было. Это иллюстрация моего тезиса, что украинцы не знают, за что они воюют, на самом деле. А если знают, не могут назвать. А у меня всегда был ответ. За то, что кто-то пытается навязать мне волю свою. Это единственный повод воевать, на самом деле. Настоящий. Но как вы думаете, если и когда вы выдвинете свою кандидатуру в президенты, народ Украины простит вам, что сейчас вы были здесь? Представим себе, что он не простил. Все, я спокойно занимаюсь психологией. А народ разбирается с тем, кого он выберет. Кого? Я бы выбрал себя. Вот если бы я был Украиной, я бы выбрал себя, потому что это гарантия, что что-то будет делаться в деле того, чтобы трансформировать государство, развернуть его лицом к человеку. А не то, что у нас сейчас спрут, который высасывает и человека, и страну, и все остальное. А за всех остальных я ручаться не могу. Ну, слушайте, страна сейчас находится в ситуации войны. И сильно подозреваю, что они не смогут.
накануне 22 года почти все люди, с которыми я разговаривала, от тех, кто занимался какими-то простыми сельскохозяйственными делами, до людей, живших в больших городах, все говорили о том, что как-то получше стало жить. Вот квартиру мы купили, вот занавеску купили, вот ремонт сделали. Так получше становилось жить и при Кучме. Был период в 2008 году, второй его срок. В государстве творился черти что, полный ужас. Все сыпалось, а людям стало получше жить. Экономические циклы далеко не всегда совпадают с политическими. Но в том, что государство носит человеконенавистнический характер у нас, и основное чувство украинца при взаимодействии с государством – это унижение, это вне зависимости от возможности купить занавески, это по факту. А можете привести пример не человеконенавистнического государства из тех, которые мы можем себе представить? Могу сказать, куда менее человеконенавистнические, скажем так. Ну, вот Австрия, например. Вот в Австрии, когда ты приходишь с государством взаимодействовать, тебе обычно улыбаются. А у нас ты сразу должен, и тебя ненавидят. Сразу. Ты сразу пришел мешать жить человеку. Он пил чай, там еще что-то делал. А ты вот пришел и что-то хочешь. Возникает базовое чувство. Вот есть интерфейс у государства, то есть это все низовые конторы, с которыми человек взаимодействует. От суда до там, ЖЭКа и так далее. Какое базовое чувство, когда ты приходишь? У нас ты виноват, сразу виноват, что уважаемым людям помешал, и они тебя стремятся унизить, на самом деле, самим отношением. Здесь тебе улыбаются и тебя, приветствуют. В Америке очень сильно тебе помогают. Реально тебе идут навстречу, помогают от полицейского до там, любого чиновника низового. Да даже возьмем вопрос справедливого суда. Вот есть в Европе суд справедливый все-таки, как ни крути, и в Штатах, а здесь нет у нас. И это проблема. Итак, улыбка на входе в общественно важные места, справедливый суд. Нет, это смена отношений. Я хочу развернуть государство лицом к людям. Просто сменить его характер. Второе – борьба с коррупцией. Третье – это национальная безопасность, экономика, культура. Спектр огромный. Украину надо переучреждать. Вторая Украинская республика, как мы говорим с Юрой Романенко, моим другом, политическим аналитиком, она умерла, она не жизнеспособна. Может быть, только третья. Во Франции было 5, мы хотим третью сделать. Потому что его надо просто полностью переучреждать, лечить его бесполезно. Ну а не кажется ли вам, что этот разговор преждевременный в тот момент, когда в стране идет война, и все основные политические силы, там, от Тимошенко до Порошенко, они, в общем, помалкивают? Ничего они не помалкивают, они очень остро критикуют. Например, закон о мобилизации. Заспамили его поправками, поэтому он, в частности, был принят так поздно. На всех платформах выступается, все говорится и так далее. Я не один такой. Более того, я же ничего не провозглашал. Меня спросили, я ответил. Я не люблю врать. Вопреки общему мнению. Вот он не задал бы мне этот вопрос. Как и Фейгин не задал мне вопрос про ракету, про Днепр. Ничего бы и не было. Это же не я вышел, выступил, заявил. Это не заявление. Меня спросили, я ответил. Ну, раз уж вы заговорили про ракету, часто вы сами мысленно возвращаетесь Вообще не к этому возвращаюсь. эпизоду? А вы, будучи записным военным экспертом почти всех украинских средств массовой информации, говорите в момент острой трагедии... Да, что там проверять и проверять надо, что случилось. Нет, вы говорите, что если бы ПВО не сбили эту ракету, то она не упала бы на дом, и погибли бы люди. Можете включить еще раз. Ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было? Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Я недавно спорил на улице с человеком, буквально воспроизводил. Фейгин говорит, попала ракета, попала, подъезд разрушила, российская ракета разрушила и так далее. Причины, потому что это может быть Х-22, там ядовитое топливо, могут быть люди там же продуктами горения, отравления, еще. Сколько жертв? Наши официальные данные, там 40-50, ну, будет и больше, говорю я. И мы переходим к следующей теме. И Фейгин задает вопрос, а как вообще, что ее не могли сбить? Я говорю, так ее, по-моему, сбили. Сбили, но это надо еще проверять и проверять, говорю я там через несколько фраз. А вы знаете, что есть люди, которые разбирали завал этого дома и слышали 2 взрыва перед этим? А что выяснится после войны, это еще очень большой вопрос. И второе, это то, что есть наши ракеты, которые попадали в дома просто и убивали наших людей. Потому что это боевая техника. Если ракета 30 лет находится на хранилище, а потом у нее там химическая, как это назвать, готовность боевая пороха 25 лет, потом начинает разлагаться, то она может сойти с траектории, по 1000 причин залететь и так далее. Есть видео, которые это свидетельствуют в Киеве, например. Почему из этого никто не делает никакого скандала? Подожди, ну даже если так, если ракета упала, потому что ее так сбило ПВО, но это же не отменяет того, откуда эта ракета была запущена. Правильно, я это сказал сразу. Так все равно же Россия виновата, и ничего не будет. Меня же обвинили в подыгрывании России. Я говорю, как же подыгрывание России? Так ваши слова использовали российские пропагандисты. Да мало ли кто что использовал. Вина-то все равно на России. Вина все равно на России. Я это прямо сказал. Когда я вообще не подозревал, что из этого можно сделать хоть какую-то бучу. Я спокойно лег спать, утром проснулся, тут все сошли с ума. Я написал пост, говорю, что, ребята, вы помнитесь.
Вина-то все равно на России. Какая разница? Российская ракета Х-22 в подъезде убила 70 человек с лишним и так далее. Все же четко было сказано. Я разве сказал, что это не российская ракета, что это украинская ракета или как? А вот то, что из этого сделали, это вот это интересно. Этого требует изучать. Работало 4 сетки. Мне кибера наши показывали. Наши, которые кибербезопасностью занимаются. Ваши, которые в школе кибербезопасности? Нет, не в школе, которые государственные, а которые с партнерами взаимодействуют. Сетки были медведчуковские, порошенковские, российские официальные, грушные, ФСБшные. И больше всего летовал офис президента. Его сетки. Сетки, это имеется в виду вот эти боты? все боты и каналы соответствующие. Подача была моментально. Рынок это очень тесный, все знают на самом деле, кто за что, куда и так далее. Ну, не забывайте, я родом из спецслужб. Я умею доставать информацию. Это была совершенно организованная кампания по моему сбитию. Абсолютно без пардона. А кому вы мешали? Не стоило выше. К этому моменту все-таки уже не такие рейтинги у вас большие. Были все еще в порядке было с рейтингами, поверьте, да. Поэтому, я не знаю, кому мешала эта история, которая требует отдельного установления истины, и она далеко не закончена. Но тогда это была совершенно организованная травля, разогретая, на трагедию попавшая. Красивую спецоперацию сделали, молодцы. Особенно молодцы, когда офис работает вместе с Медведчуком и с россиянами организованно. А как офис может работать с Медведчуком, если Медведчук в России? Они просто подхватывали месседж друг друга, раскручивали. Не значит, что они договорились. Но все равно же это совместная работа. Так кто предатель в этой ситуации? Я не мог поверить, что люди всерьез могут устанавливать такие причинно-следственные связи. Потом я быстро понял, что это через ретравматизацию сработало. Но с точки зрения рациональности и логики это безумие. Осанна, а потом распять – это очень типовая история. Напоминаю, я в марте сказал, что я буду предателем, меня обвинят во всем. Я ждал, что это случится в той или иной степени. Случилось так, значит так. Просто поверить, что люди в здравом уме могут такие связи строить, особенно когда была сказана российская ракета. А еще разбираться и разбираться. Единственное, что я не произнес слово версия. Но я, простите, был настолько задолбанный. Я с полей вернулся, скажем так, деликатно. И еще провел перед этим тяжелейший семинар, многочасовой. После этого включаюсь Фейгин, и я просто там засыпаю на ходу. А зачем вы включаетесь? Вы же могли не включаться? Как не включаться? Если вы так сильно устали. Люди ждали, каждодневная передача же была. По 600 тысяч смотрел онлайн. Это же все люди, помощь людям. И я был никакущий, и надо же еще что понять. Типовая моя стратегия была во время передачи, это еще показывать, как работает информационная война. То есть я всегда строил такая версия, такое мнение, такое на самом деле. Смотрите, вот эти факты указывают. То есть для меня это еще было обучающее. То есть я вел эти эфиры как обучающие семинары, как воспринимать и работать с информацией. Поэтому для меня был план очень четкий, что я показываю, какие версии существуют по ракете и какие эти самые. Но из-за того, что я был никакой, и еще Фейгин сбивал, невольно, не специально, понятное дело, она не стоила выеденного яйца, эта оговорка. Ее сделали суперзнаковым событием. После этого вы в интервью «Медузе» говорите о том, что у вас были случаи несанкционированного проникновения, слежки, подслушки и так далее. А что-то из этого удалось доказать? Нет, это на уровне просто фактов, известных мне. Доказывать кому? Украинскому государству, что оно за тобой следило? Это как? Сейчас мне рассказать, как конкретно. Я пришел, а дверь была с вывернутым замком. Нет, я пришел, а вещи лежали дверь не была с вывернутым замком. Было очень четко. Когда я 26 или 25 сентября покритиковал Зеленского из США, а у него был визит тогда не очень удачный, ему вырезали, я так понял, и положили кусок, который выглядит как критика. И на следующий день пришло СБУ ко мне, переодетая в форму нацполиции, домой. По адресу прописки. А как вы понимаете, что это СБУ, переодетая полиция? Давайте я еще раз повторю. Я из спецслужб, Катя. Вы думаете, что мир спецслужб – это прямо такая загадочная история? Это все со всеми знакомы, все кумовья, и все очень легко. Что же это за спецслужбы такие? Такие, как все остальное. Во-вторых, у меня менеджеры школы есть. У них одночасно сломались телефоны. У всех. Внезапно у всех ломаются телефоны, а потом вдруг заработали. Буквально чуть ли не с разницей в 5 минут. И потом у одной девочки на 8 месяце беременности умный дом, а муж у нее программист профессиональный, очень высокого уровня. Он сразу отфиксировал, в том числе понимает безопасность, отфиксировал сразу проникновение. И у них стояли еще автобусики такие характерные, Т4, Volkswagen, такие специальные, с такой специальной вентиляцией, ни на что не похожие, под домом. И пару дней за ними покатались. Ломали телефоны, и в машину. Обнулились машины. Электроника машине обнуляется. Знаете, когда клемму снимают за аккумулятор и что-то подключают. А на самом деле что это было? На самом деле ставили прослушку. То есть вы сейчас живете в мире, где вас все время прослушивают? Я и так всю жизнь живу в мире, где меня все время прослушивают. Но заметьте, я не менял номер телефона, мне нечего скрывать. Я на своем украинском номере ни разу не заводил никакой. Другой, у меня нет второго телефона. Я не скрываюсь от своей страны. Я от спецслужб не скрываюсь ни от кого. У меня все прозрачно, пожалуйста.
А вы говорите, что вам счета еще блокируют? Пытались блокировать, да, но не вышло. Все-таки остатки права в Украине есть. Ну, счета у вас украинские, не Конечно, европейские, не нет, американские? Нет. Ну, я недавно завел, потому что уже у нас Нацбанк каждый месяц придумывает новые ограничения. В любой момент могут заблокировать карточку, а мне что я тогда буду делать? Поэтому я завел из одного европейского банка, но это абсолютно законно. Но если вот вы так под колпаком, а получается, что ваша жена и ваш сын находятся сейчас в Киеве, и они там без вас одни, и вы их не можете защитить. Ну, во-первых, за ними присматривают. Охрана? Ну, есть люди, которые присматривают. Во-вторых, Украина до такой степени не дошла, чтобы преследовать женщин и детей. Мы все-таки в этом смысле... Ну, вот вы говорите в этом интервью и семья, и работники. Нет, и это все. угрожают, понятное дело. Но я когда взбесился, когда за беременной сотрудницей начала ездить бусики, это же психологическое давление, девочка на 8 месяце беременности. Тут я полез на стенку и сказал, будет хуже. Если сейчас не успокоитесь, я такое начну говорить, что вам точно не понравится. Совсем уже не понравится. Все как-то более-менее устаканилось. Поэтому личной критики нет, есть конструктивно. Когда секретарь Совбеза Данилов называет вас российским шпионом, что он имеет в виду? А где сейчас секретарь Совбеза? Он уже не секретарь Совбеза. Думаете, он из-за вас так пострадал? Я не думаю, но опыт показывает, что все люди, которые действительно со мной начинают бороться персонально, они почему-то плохо заканчивают. Это мы в область мистическую перемещаемся? Ну, как-то так опять? оно работает, не знаю. Не знаю. Но я много раз это видел. Я ничего не делаю, так с ними что-то происходит самим. Колдуете? Нет. Магия? Вообще ничего не делаю. Вообще ничего не делаю. Сейчас вы тот человек, которого может рассматривать в том числе и Россия с точки зрения возможного кандидата на роль президента Украины. Я очень спокойно отношусь к этому, потому что мы обречены на Россию. Россия сосед. А раньше вы не так говорили? Россия наш сосед, и нам никуда не деться от него никогда. Вообще центральный вопрос украинской политики – это отношения с Россией. Вот смотрите, любой украинский президент, что Ющенко, что Кучма, там, и так далее, они всегда первый вопрос ставили об отношениях с Россией. Правда, всегда проходили от «давайте подружимся» к конфронтации. Это тоже неизбежно. Но я хочу сломать этот тренд, несмотря на войну. А как тогда быть со всеми теми погибшими, со всеми теми убитыми, с этими семьями обескровленными, домами разрушенными? Две страны, которые наиболее отчаянно воевали в мировой истории, в Европе, тогда просто несравнимо с российско-украинскими отношениями, это Франция и Германия. В каких они отношениях сейчас? Пройдет много времени, понятно, что это не будет завтра. Но, по крайней мере, сделать так, чтобы не было следующей войны, это наша задача историческая. Моя, по крайней мере. Вы солидарны с Путиным в одном утверждении, касающемся легитимности власти Зеленского после 20 мая? Нет, я не солидарен с Путиным. Путин считает его нелегитимным, а я считаю, что существует проблема легитимности. Это одно и то же. Нет, это разные вещи. Нелегитимно – это уже вывод. Я квалифицирую. Это есть то. Философски я говорю, что существует проблема. Проблема заключается в том, что в Конституции Украины есть серая зона, и никто не предусматривал. По идее, должен дать ответ Конституционный суд. Конституционный суд не существует, он разгромлен как орган, он в конфликте с Зеленским. И решения нет. Поэтому мы находимся в серой законодательной зоне. Последнее решение было, по-моему, от 15 или 16 года, когда с подачи Порошенко по Януковичу приняли решение. И там гласит так, что срок полномочий президента 5 лет. Все, точка. Со дня инаугурации. И нужно следующее решение, которое объяснит вот военное положение. То есть, а пока у нас есть серая зона, и эта серая зона нас ослабляет. Я не подвергаю сомнению его легитимности. Я говорю, что есть серая зона, которая нас ослабляет. Какое ваше предложение по выходу? Мое предложение всегда одно и то же. Прекращение огня и выборы в Украине. То есть вы считаете, что инициатива о прекращении огня должна исходить от украинской стороны? В идеальном варианте она от российской должна исходить. Обе стороны говорят о том, что предложения поступали, но ответа нет. Неизвестно, что происходит между ними. Я думаю, что здесь нужно посредничество серьезных держав. Например, Франция, Китай, США. С гарантиями какими-то. Вот, например, на Олимпиаду. Как Макрон предлагал. Поэтому... А что вам известно о предложении Макрона? Я не из нашего внутри знаю, а из западного внутри. Он предложил, перемирие на Олимпиаде. 3000-летняя традиция, перемирие и так далее, и так далее. Тут вопрос, как Штаты и Китай к этому относятся, мы не знаем пока. И как Путин к этому относится, и как Зеленский к этому относится. Но согласитесь, ситуация, в которой, например, все согласились, и Путин говорит, хорошо, делает благородный жест и говорит, что мы прекращаем огонь, а украинцы говорят, нет, мы продолжим стрелять. А почему вы считаете благородный жест со стороны Путина прекращение огня? Ведь это Путин напал на Украину, а не Украина на него. Вот поэтому и будет благородный жест. Давайте возьмем благородный в кавычки. Потому что агрессору труднее это сделать. Но сделав этот ход, он ставит в безвыходное положение Украину. Мы вынуждены будем его принимать. Иначе нас резко осудит все мировое сообщество. Вот вам дали шанс прекратить войну, а вы этого не сделали. А вот когда Зеленский предлагает, Путин тоже мог бы на это пойти, но Зеленский не предложит. Он четко принадлежит к партии войны. Он выстроил
личную и политическую значимость на партии войны на границе 91 года. Хотя сейчас уже появились оговорки типа «все кончится переговорами». То есть, Как вы себе представляете объявление мира вот на сегодняшний момент? То есть Россия остается с захваченными территориями, Украина остается без фактически трети своей территории. Смотрите, во-первых, не третья, а пятая часть, четвертая. Во-вторых, если уж быть точно, прекращение огня и мирный договор – это же разные вещи. Но можно остановить войну, просто чтобы не убивали друг друга. Эта война носит бессмысленный характер. Она лишена содержания. Я как военный, я против войны категорически. Это худшее, что придумало человечество. Но войны бывают содержательными. Например, можно разгромить гитлеровскую Германию, устранить Гитлера от власти и построить новую Германию. У этой войны есть содержание. Поэтому миллионы гибли не зря. Потому что надо было задавить этот режим людоедский. Есть содержание у холодной войны. Надо было победить империю зла, Советский Союз. А вот есть войны бессодержательные. За прошлый год, когда наша 23-й, в абсолютных цифрах линия фронта, американцы считали, сдвинулась на 15 сантиметров, по-моему. Десятки тысяч погибших с обеих сторон. Ну, в этом году как-то... В этом году в абсолютных цифрах, поверьте мне, если все эти квадратные километры поделить на 1300 километров фронта, будет, 20 сантиметров будет сдвиг линии фронта. Тоже бессодержательное. Не Россия нас не может победить, не мы не можем победить Россию. Зачем? Зачем укладывать десятки тысяч? Ради чего? Бессодержательный процесс, в результате которого гибнут десятки тысяч людей и разрушается экономика. Если смотреть на российскую экономику, то, кажется, она только крепнет. Она достигла, я думаю, вершины, и дальше шансов. Есть пределы военного производства. Сколько Белоусова не ставь, они не прыгнут выше. Существенный сдвиг возможен только в двух ситуациях. У нас, если нам американцы передадут треть своей армии, или если треть армии передаст Китай и России. Но ни того не будет. Потому что это резкий дисбаланс в международных отношениях со всеми вытекающими. А все работают по принципу, как бы что ни случилось. Да. Ни трон не поломается. Политики консервативны крайне в этом смысле. Это нужно, чтобы родился Наполеон, Рейган, тогда да, возможно, резкий сдвиг, но их сейчас нет. Политики сейчас другие. Они предпочитают перестройку тихой сапой. Поэтому эта война лишена содержания. Она лишена содержания с момента провала нашего контрнаступления, по сути. На которые вы так ставили в своих речах. На которые я ставил, потому что если бы все сделали по уму, мы имели бы шанс. Неуспех контрнаступления сыграл важную роль в вашем решении отойти от дел? Нет, конечно. Я ушел 4 сентября. Контрнаступление было... уехал за границу, и потом уже 27-го должен был вернуться, и не вернулся. Это еще контрнаступление было в разгаре. И я же не был на работе уже, я был частным лицом. Но со стороны кажется, что в начале войны вы были большим украинцем, чем все украинцы. А по мере того, как война завязала, вы отходили от дел, и вот сейчас вы уже говорите про братские народы, про Россию как единственного возможного партнера и так далее. Мы братские народы в кавычках, я всегда говорю. Я же когда дразню, я как бы говорю от имени российских пропагандистов. У меня эта театральная часть моей натуры сказывается. Когда я говорю от лица героя за кого-то, я люблю перевоплощаться в него и говорить от него. Вам нужно, наверное, говорить, кавычки открываются. Надо, видимо, оговаривать, да. А как вы себе представляете действительно соотношение этих народов? Это братские, родственные, соседние? Это родственные народы, вышедшие из одного корня славянского. Так же, как французы, немцы, итальянцы вышли от одного корня. Вот когда Карл Великий поделил между тремя своими сыновьями, родилась прото-Франция, прото-Германия, прото-Италия. Также прото-Беларусь, прото-Россия, прото-Украина. Поэтому где-то глубоко давно мы, конечно, родственники. Мы очень похожи. 10 миллионов граждан России и Украины имеют прямых родственников между собой. Браки, дяди и так далее. Мы имеем много лет совместной истории, много сотен лет, вышли в одной культуре. У нас радикально различается. Это, кстати, было всегда. Все вот эти путешественники 17-16 века, итальянские, немецкие и так далее, проезжавшие через Украину и Россию, говорили, что народы по сути отличаются только политической культурой. Она действительно разная в силу разных обстоятельств. Россия – это авторитарная деспотия, как способ удерживать эти территории и противостоять вызовам. А у нас это феодальная анархия такая. Вот и все. Она различается, но она в крови уже народов. Чувствуете вы сейчас себя немножко за бортом? Нет. Я специально все сделал, чтобы оказаться за бортом. Одиночество? Нет. Я один, но не одинок. У меня интенсивнейшие контакты человеческие. Во-первых, занятия в школе, во-вторых, консультации, в-третьих, у меня огромное количество контактов. Огромное. 86 интервью первым 3 десяткам мирового СМИ за 2 года. Это же не жизнь. Это контакты.
Ты с человеком проводишь сутки, чтобы дать такое интервью, вот как с вами. Да и полно всяких людей. Я же не живу в самолете. У меня постоянно приглашения на всякие встречи, там разговоры, то все, 5-10. А счастье где? А я абсолютно счастливый человек. Не делай того, что ты не хочешь, и делай то, что ты хочешь. Два вида счастья. У меня есть и то, и другое. Более того, я добиваюсь всегда того, чего я хочу. Это еще дает очень сильное самоуважение, что ли. Чувство самоценности. А сейчас чего вы хотите? Сейчас я хочу ровно то, чем я занимаюсь. Спокойно преподавать в школе и вести свою работу по исправлению Украины как моего коллективного пациента. Немного вы на себя берете? Много. Но так если Украина не согласна, она мне откажет. Скажет, иди нафиг, Леша, мы не хотим, мы не голосуем за тебя. Я говорю, все, ребята, моя ответственность снята. Дальше И сам. тогда? Школа, консультации, дельфины. Все прекрасно. Вы считаете себя украинцем? Ну, как к членам украинской нации, да. Да. У меня много самоидентификаций. Как у любого человека, она должна быть этажами. Каббалистический принцип. А Надо какие быть, у вас еще самоидентификации? ну, патриот, ну, там, например, я патриот своей квартиры, например. Там, Которые у вас нет? в которой я живу, да, в том месте, где я живу, там поселка, да, патриот района своего в городе Киева, да, патриот Киева. Потом я патриот Киевщины. Потом я патриот Украины как таковой. Потом я там, например, патриот славянства, потом я патриот Восточной Европы, потом я патриот европейскости, потом я патриот западной цивилизации в целом, потом я патриот цивилизации Земли всей как таковой. Вот все эти этажи у меня есть. И эти мотивации работают по-разному. Ну, на вопрос «Кто ты?» Что бы вы ответили? Алексей Арестович, ни больше, ни меньше. Это звание меня вполне устраивает. Правда или безопасность? Правда, однозначно. У меня одна задача в жизни – честным быть и точным. Все. Свобода или стабильность? Свобода. Родина или истина? Истина. Что будет между Россией и Украиной через 10 лет? Это неизвестно. Может быть, вторая война, а может быть, какое-то такое вялотекущее соседство. А где вы будете? И при возможности я буду в Украине. Я очень люблю Киев. Кем? Кем надо будет. Я не знаю. Может, я буду президентом. Может психологом никому не нужным. Как многие будут радоваться и потирать ручонки. Мне и так это хорошо. Разница моя отличает системных классических политиков, что у них за пределами политики ничего нет. А у меня за пределами политики огромный мир.